welcome to all of you brave souls who have managed to come here in the middle of a hot day. Добро пожаловать. Я рад вас. Добро пожаловать. Я рад приветствовать вас, дорогие храбрые души, которые пришли туда к храму. You know, before I come here, I never had any idea whatsoever what to talk about. Знаете, когда я туда приезжаю, я заранее никогда не знаю, о чем я буду говорить, не имею представления. And usually in the morning before I'm supposed to give a lecture, I have an idea what to talk about. И обычно, уже утром, перед самой лекцией, у меня появляются какие-то мысли о том, о чем можно поговорить. And as soon as I come and I sit in front of all of you, I have no idea what to talk about. Но когда я непосредственно прихожу и сажусь перед вами, я опять забываю о том, So here I am, I have no idea what to talk about. И вот я здесь сижу перед вами, и не знаю, даже, что мы будем говорить. This morning I was thinking to speak a little bit about, because people had always had this conflict about impersonalism and personalism. Сегодня утром я думал, что можно обсудить такую тему, потому что у людей постоянно возникают конфликты, непонимание разницы между персонализмом и персонализмом. And I used to think that yes, it's very important topic. Между личностным и безличностным аспектами. И я подумал, да, это очень стоящая тема для обсуждения. In fact, there are many things which are very important to discuss and talk about and to understand. На самом деле есть много таких тем, которые очень важны и стоит их обсуждать и понимать глубже. But I've become more and more aware that understanding something through talking about it is not very effective. Но я все больше прихожу к пониманию того, что обсуждать что-то на словах это не так эффективно, недостаточно эффективно. And in fact, a particular philosophy that you may have is not necessarily a very important thing. И фактически реальность такова, что философия, которая царит в вашей голове, она не обязательно является самой важной аспектом. After all, does it really matter what you think when it comes to, for instance, personal relationships? В конце концов, какое же значение имеет, что вы думаете там в голове, когда дело касается непосредственно личностных отношений? Let's say, for instance, you had a traffic accident, you're laying on the street, and you're a very devout Christian, and a complete atheist comes and picks you off the street and brings you to the hospital. Does it matter? Представьте такую ситуацию, с вами произошла авария на дороге, вы лежите там на дороге с ранами, не можете пошевельнуться. При этом вы убежденный христианин и очень преданный своей религии, но приходит какой-то атеист и доставляет вас вовремя в больницу. Разве важно при этом, какова разная философия? Do qualities like kindness, love, compassion, are they affected by your philosophy? Способна ли наша философия повлиять на проявление таких качеств, как любовь, сострадание? You may have any kind of philosophy that you can write about or speak about or think about, but the basic elements of life are always the same. У вас может быть какая угодно философия, вы можете писать, думать, говорить, но элементарные проявления
жизни, они такие же у всех людей. Often we've heard there's no such thing as a Christian God or a Muslim God or a Jewish God or a Hindu God. God is God. Мы часто уже слышали, что Бога нельзя причислять ни к христианскому Богу, ни к буддийскому, ни к иудейскому. Бог есть Бог. The same thing can be applied to love. То же самое можно сказать и про любовь. Does a Christian love differently than a Jew? Does a Jew love differently than an Arab? Отличается ли христианская любовь от иудейской, или иудейская любовь от арабской? Is Hindu love different? А индусская любовь отличается ли она от них? What about kindness? А как насчет доброты? Is there a sectarian form of kindness? Может ли быть доброта какой-то особой сектантской формы? Now I know somebody may say, well, certain kinds of so-called love are different in different cultures. Ну, конечно, кто-то найдет человека, который скажет, в принципе, проявления любви, они различаются в разных культурах. They may speak in terms of marriage, and in marriage in the Islamic world, the woman is seen differently than marriage, let's say, in the Hindu world, or the Christian world, or the Asiatic world. Можно привести пример, что брак, допустим, в христианском мире, в арабском мире, в мусульманском мире, они различаются, и везде разные отношения к женщинам. The interpersonal relationship is different. И отношения между людьми тоже разные. Okay, but we're not speaking here about the love. We're speaking here about an institution of marriage. That's something different. Но получается, тогда мы уже говорим не о качестве любви, мы говорим уже о социальном явлении брака. And if somebody says, well, in that culture, it's okay to beat your wife. But I would say, well, that's not actually love. И даже если кто-то скажет, вот, например, в этой культуре считается нормальным избивать свою жену, но я тогда воздержусь, ну это уже тогда и не любовь. Love is love. Потому что любовь это любовь. Now, these different kinds of ways in which you institutionalize love actually are not really love. И все эти различные способы, какими отличаются проявления любви в разных культурах, все это уже нельзя назвать любовью. But the love itself is common to all of us. It is something that transcends sectarian concerns. Но само непосредственное качество любви – это то, что характерно для всех нас, и оно не зависит ни от культуры, ни от каких-то сектантских параметров. Kindness, love, compassion, mercifulness. These things are qualities which transcend all philosophical divisions or boundaries. Такие качества, как любовь, сострадание, милосердие, это те качества, которые трансцендентны к любой, они выходят за рамки любой культуры, любых наших условностей. Now, if you were to now start to speak about what's important in this world, если бы мы сейчас задумались с вами, поговорили о том, что же все-таки важно в этом мире. mainly everybody would say that love is important, human relationship is important, kindness is important. Of course, some people would say money is important, position is important. Большинство людей в конечном итоге рано или поздно пришли бы к тому, что сказали, что для них важна любовь, доброта, понимание, милосердие. Конечно, найдутся такие, кто скажут, для меня деньги важны, для меня власть важна, статус. Okay, money is money. There's no like Christian money or Jewish money or Hindu money. Wealth is wealth. Ну хорошо, опять же, деньги это деньги, нельзя сказать, что деньги. По большому счету деньги тоже не различаются у христиан, у мусульман, это богатство. Position is position, regardless of what your philosophical understanding is of that position. И ваш общественный статус, это ваш статус, неважно, в какой философской системе вы принадлежите. So the point I'm making is a very simple point. И к чему я все это веду? К очень простому пониманию. Almost everything that is valued by people in this world is similar for all people.
что практически все непосредственные реальные ценности, аспекты жизни, которые люди представляют ценность для людей в этом мире, они одни и те же, независимо от культуры. What is different is what you will do to get these things, or what you will do when you have these things. Но что отличается, это каким путем, какими методами, способами, в какой форме люди идут, достигают людей. And that is totally dependent on what kind of a person you are, who you are. То, как вы приходите к этим ценностям, уже зависит именно от того, какой вы человек, что вы человек. It is not dependent on your philosophy. И опять же, это не зависит от вашей философии. For example, Hitler was a vegetarian. Допустим, Гитлер был вегетарианец. Maybe he had a philosophy that he didn't want to kill animals and eat them. Может, у него в голове была философия, что он не хотел убивать животных, чтобы их есть. That doesn't change what he was as a person. Но это не влияло на то, кем он был как личность. You can have all kinds of great religious philosophies and act like a butcher or an animal. Фактически у человека в голове может быть совершенно невообразимые формы религиозной философии, а при этом он может действовать как какой-то мясник или как вести образ жизни животного. You can have no philosophical understanding and have no philosophy and be a wonderful person. Есть люди, у которых нет особо никакого философского понимания, они вообще не имеют никакой философии и очень замечательные люди. The philosophy that you may have is not necessarily the deciding factor in what you are. Философия, которая у вас есть, она не обязательно является определяющим фактором того, кто вы есть. But rather would be a manifestation of how you wish to express what you think. Скорее всего, она является просто проявлением того, как вы решаете, как вы выбираете проявлять свой образ мысли. So my conclusion would be that whether or not a person is a personalist or an impersonalist is not the most important factor. И поэтому мой вывод таков, что неважно, человек является по своей философии персоналистом или имперсоналистом, это не является определяющим фактором. Let's say somebody thinks that everything is just one, there is no differentiation in the absolute. Допустим, у человека представление такое, что все едино и нет никакого дифференциации в однородном абсолюте. Now factually, how does that affect my interpersonal dealings? Но если конкретно посмотреть, как это влияет на мои личностные отношения с ним? It's just an idea. Это просто идея. In fact, I will still be what I am. I will still act and interact with other people in the exact same way. It's just that I have this idea. Фактически я все равно буду тем человеком, какой я есть. И я буду взаимодействовать с людьми так, как я взаимодействую. Просто у меня есть вот такая вот идея. Now, when I start to organize my existence according to an idea, I have just lost contact with myself. Но когда я решаю организовать все свое бытие, все свое существование в этом мире в соответствии с этой идеей, то тогда мне приходится терять непосредственный контакт с ощущением себя. And this is what I want to talk about today. И именно об этом я хочу сегодня поговорить. Many people have some idea. У многих людей есть какая-то идея. This idea could have been given to them by someone else. Эта идея может появиться у них от кого-то еще. Or they could have thought of it themselves. Или они сами придумали. When they start to arrange their existence according to this external ideal, it is very different than when a person is acting as they are, but have a philosophy. И это есть очень большая разница между тем, когда человек организует всю свою жизнь
все свое существование в соответствии с этой какой-то внешней по отношению к нему идеей, чем когда человек просто живет так, как он есть, но при этом у него может быть и какая-то философия одновременно тоже. If you just keep that in mind, I'd like to make a little bit of a diversion to help explain this point deeper. Если вы постараетесь запомнить о том, о чем мы сейчас говорили, я немножко отклонюсь, чтобы проиллюстрировать вам это на примере. In political systems, Политических системах общественных, you can see things in multiple ways, but one way is to see that all the people are subordinate to the needs of the state, which would make sure that all the people's needs are met equally. Or you can see that everybody is free to develop himself as he sees his needs. В политических системах есть разные теоретические модели, но можно рассмотреть все в таком ключе, что либо все потребности человека подчинены потребностям государства, либо каждый человек обладает свободой и выбирает жить так, как он хочет. Now, these are just ideas. Но все это просто идеи. But when systems are created to manifest those ideas in reality, then they start to become divorced from people. Но когда эти системы начинают работать для того, чтобы воплощать в жизнь эти идеи, тогда они начинают отклоняться от непосредственной связи с людьми. People are no longer important. The system, maintaining a system, having a system, speaking about a system, maintaining the purity of the system becomes more important. Люди перестают играть быть ценными сами по себе, становится ценными сама система, правила системы. Важно становится то, насколько все организовано в точности в соответствии с этой системой. And if a person is uncomfortable with that, then they have to be adjusted to the system, not that the system has to be adjusted to the person. И если человек чувствует себя некомфортно в такой системе, то он вынужден будет приспосабливать себя к системе, а не так, что система будет себя приспосабливать человеку. Now, in another system, the system has to be adjusted to the person. Но бывают такие системы, когда в них заложена установка на то, чтобы сама система подстраивала себя под людей. Now, I'm not talking about political systems here. It was just an example. Ну, на самом деле, что я имею в виду, гораздо глубже, не только политическая система, это был просто пример. Think about yourself. Подумайте о себе. Which feels better to you, you have to say. Вы сами для себя решите, сами подумайте, что вам больше нравится, что вы чувствуете комфортно. But you can follow what you feel is right, or you can follow what someone else feels is right. Когда вы следуете тому, что вы сами чувствуете как правильно, и когда вы следуете тому, что как другой человек представляет правильно. You can follow a system, philosophical, economic, political, scientific, cultural, whatever. Вы можете следовать какой-то системе, политической, научной, экономической, религиозной, какой угодно. Or you can follow your heart. Или вы можете следовать своему сердцу. Now everybody has to follow some system. Все, каждому человеку так или иначе приходится выбирать и следовать какой-то системе. Language is a system. Даже наш язык это система. Without a system of language, there would be chaos. Если бы не было таких систем, как языки, был бы хаос. We all agree, yes means okay, no means Так или иначе, мы все вынуждены соглашаться с условностями, что да означает да, нет означает нет. That system we agree on, but we didn't agree to all say the same thing. И мы принимаем эту систему, но это не значит, что мы принимаем обязательство всегда говорить одно и то же. Все говорят одно и то же. In fact, we don't always mean the same thing, even if we say the same thing.
На самом деле реальность такова, что даже если мы говорим одно и то же, при этом каждый человек имеет в виду что-то свое. We have system on the road. The red light means stop, green light means go. We have laws. У нас есть правила дорожного движения на дорогах. И красный свет означает, надо остановиться, зеленый значит можно ехать. We have economic system. This bill is worth so much, you can buy so much with it. У нас есть экономические системы. Вот эта банкнота, она имеет такую ценность, ее можно купить определенные товары. We have systems to heat houses, we have water systems, we have multiple systems in society. У нас есть система отопления домов, у нас есть огромное количество систем в нашем обществе. Now, when we are small, we also learn some systems. И когда мы еще маленькие, мы также учимся, изучаем какие-то системы. We learn the value systems of our family. Мы изучаем систему ценностей нашей семьи. We have been given many systems. И нам предлагается и даже навязывается очень много разных систем. Now, somebody might be thinking, my God, if you analyze it, I am a product of all of the systems which have been given to me my entire life. Какой-то человек может даже прийти к ужасному выводу, ужаснуться для себя и сказать, получается, я вообще продукт всевозможных систем, которые на меня навязаны со всех сторон. But is it really like that? Но действительно ли это так? Even, for instance, you have been trained to be a certain way. Is that what you are a product of? Are you a product of your training? Даже если вас научили определенным правилам, научили вести себя определенным образом, значит ли это, что вы являетесь продуктом этой системы, этих правил? Or did you agree? Yes, I accept that. Или вы просто соглашаетесь, да, я принимаю эту систему? Are you a product of what you've been told, or do you have something to say about it? Являетесь ли вы продуктом того, что вам говорят другие, либо Or do you have something to say about it? или у вас есть право иметь свое отношение к этому и что-то сказать по этому поводу? Are you totally controlled, or do you have free will? Находитесь ли вы полностью под контролем, либо или у вас же есть все же свобода воли? This is actually one of the original philosophical debates in man. В действительности в человечестве это является одним из самых фундаментальных вопросов для философского обсуждения. One of them is, are we free, or is everything predestined? И этот вопрос формулируется так: свободны ли мы по природе, либо все предопределено? Another is man ultimately good, is man ultimately evil? Другой подобный вопрос: человек по своей изначальной природе является хорошим, либо он является порочным? Another is God ultimately personal, or is God ultimately impersonal? Другой подобный вопрос: является ли Бог по своей природе личностным, либо он в конечном итоге безличностным? These are questions. И это вопрос. Let's analyze the free will and predestination for a second. Давайте на какое-то время задумаемся, проанализируем вопрос о свободной воле. If we are following all these systems, если мы следуем всем системам, которые у нас есть, if we have learned from our parents what is right and what is wrong, если мы как следует научились от своих родителей, что правильно, что неправильно, no, I don't want to question. I thought there was some technical problem. Нет. No, I don't want to stop for questions. он не хочет останавливать, что я все останавливаю. Каждая система, она работает по определенным законам. Люди придумывают законы. Ты вынужден их принимать. Anyway, we're getting to that. Мы к этому вернемся, мы обязательно. Okay, let's go to natural laws. Let's take your point. Допустим, хорошо, вот возьмем ваш аспект, рассмотрим естественные законы природы. In fact, that's a good point. На самом деле это очень хороший Natural law. закон, естественный закон природы. Why are all these systems set up? Зачем вообще нужны все эти системы? Because there's natural laws. I need to eat,
I need to have shelter, I need to have family. Система, люди вынуждены создавать систему, потому что у них есть потребности. У них есть потребности в еде, потребности в жилище. So we set up systems to make these things work. И чтобы все это организовать, чтобы человек удовлетворяли эти потребности, именно для этого создаются разные системы. And our families give us value structures, you know, don't say that at the dinner table and go to bed at night and wash yourself after this. И даже если в семье у нас все правила вращаются вокруг наших потребностей. Не говори, это когда сидишь за столом, ложись спать только умойся перед сном. And you would be surprised how much of the training from your family is in you deeply. И вы можете удивиться, если осознаете, насколько глубоко проникает то, чему учат нас наши родители в семье. How much of your father and mother's value structures are in you deeply. Насколько глубоко вы пронизаны этой системой ценностей своих родителей, матери, отца. How much of their DNA is in you, making things happen. В какой большой степени их ДНК похожи на ваши, и насколько все происходит очень подобным образом в вашей жизни. After a while you start to think, my God, I'm a product. Если вы начнете осознавать это, вы можете ужаснуться, подумать, о Боже, я же всего лишь продукт всего этого. I am a product. Я просто продукт. Like a can on the shelf of a store. Я просто как какая-то консервная банка на полке магазина. I'm a can of DNA and genes and quality and body and what I've heard on the radio and TV and what I've been taught, and I am a product. Я просто продукт, я законсервированная упаковка всего, чего меня учили родители, что я слышал по телевизору, по радио, что читал. Я просто результат, продукт всего этого. I am following all these laws, I'm following all these systems. И я постоянно следую всем этим законам, всем этим системам, правилам. So, I mean, what am I then? И в конце концов, кто же я тогда вообще? Let's get back to the original point. Но давайте теперь вернемся к нашему изначальному моменту. We were talking about when you follow something external. Мы говорили о том, что когда вы следуете чему-то внешним правилам, An idea which somebody has given you, какой-то идеей, которая шла к вам от других. as compared to following your heart. И мы сравнивали это с тем, когда вы следуете собственному сердцу. Just like we've been given these ideas, И точно так же, как нам дали эти идеи, even religious and spiritual ideas. даже это могут быть религиозные, духовные идеи. You go to the church, they teach you a certain kind of philosophy, a dogma. Вы пойдите в любую церковь, они вас учат определенной философии, определенному набору догм, правил, You accept it. и вы принимаете их. You follow your life according to this. И вы живете в соответствии с ними. This is external, И это внешнее по отношению к вам. given to you. Это нечто, что дано вам You accept it. извне, и вы принимаете. This is the same thing as when one is being given a culture, given a society to live in, given an economic situation, given a political situation. Это то же самое, когда человеку дается извне, навязывается какая-то культура, какая-то общественная система, политическая система, какие-то правила, какая-то ситуация, в которой он должен соглашаться и жить. These things are external to you. Все это внешнее по отношению к нам. You can either follow something external or you can follow your heart. И у вас есть выбор, либо вы можете исследовать чему-то пришедшему извне, либо вы можете исследовать своим сердцем. In fact, one can actually say that everything but your heart, and we'll define in a second what that is external to you. В действительности человек может с уверенностью сказать, что все, что угодно, помимо того, что находится у вас в сердце, и мы через несколько секунд определим, что это именно такое, все помимо этого является внешним отношением.
something given to you. Чем-то, что нам дано. Given to you by the heavens, the nature, the weather. Это может быть дано нам природой, дано, допустим, погода какая-то. Given to you by your parents, your body. Это может быть нечто, что дано нам нашими родителями, как наше тело. The home you grew up in. Допустим, тот дом, в котором мы выросли. The values you accepted. Те ценности, которые мы приняли. The economic situation that you accepted. Даже та экономическая ситуация, которую вы принимаете. The kind of brain you were born with. Даже тот тип мозга, с которым вы родились. The qualities of this body. И качество этого тела. All these things are given to you. Все это нам дано. It's external. И это внешне. It's not you, it's external to you. Это не мы, это внешне. But you accept it because you have no choice. Мы приняли это, потому что у нас вроде бы не было выбора. Free will, fate. И вот встает вопрос, где же свободная воля, где же судьба? All this stuff is the fate. Все это можно назвать судьбой. But what do you do with it? Но вопрос встает, что вы делаете со всем этим по отношению к этому? Now, to some extent, what you do with it is also a product of the situation that you are born into. До какой-то степени даже наша реакция на это внешнее окружение, она под влиянием самого же окружения. For example, Например, it's very hot out. Очень жарко. What do you do? Что же мы делаем? Some people think it's just great. You go to the beach and you lay in the sun and bake. Некоторые люди думают, о, здорово, наконец-то. Они просто идут на пляж, ложатся спокойно и, так сказать, поджаривают на солнце. And you get really brown. И становятся такими загорелыми, как шоколадки. Some people feel good about that. Некоторым людям они в восторге. Other people say, oh, let me out of the sun, put me in the shade, put me in an air conditioner, pour ice cubes on the head. Некоторые люди начинают негодовать, возмущаться, говорят, о боже, что это такое? Надо подальше спрятаться от солнца, куда-то в прохладу, надо под холодный душ, мороженого какого-то съесть. There's nothing free will about this. This is biology. И получается, у нас нет какой-то свободной воли, это просто наше биологическое... Biochemistry, it's the nature of our bodies. Это биохимия, это природа нашего физического тела. So that particular choice is not really free. И вот этот конкретный пример выбора, здесь нет полностью... Those are the natural laws he was wanting us to talk about. У нас нет здесь абсолютной свободы, и, наверное, это как раз те естественные законы природы, о которых он хотел сказать. And those natural laws are powerful. Эти естественные законы, они очень могущественны. But let's not lose heart. Let's not get disappointed and say, oh God, everything is all arranged. I have nothing to say about this. Но в конце концов, может, нам давайте не будем терять самообладание и полностью расстраиваться до глубины души и бронить Бога, чем все так устроено. Because there is also the heart. Потому что у нас же есть еще и сердце. And we know it. И мы прекрасно это осознаем. We know that I am me regardless of all of these external things around me. Мы прекрасно понимаем, что я — это я, независимо ни от каких внешних обстоятельств, которые вокруг меня происходят. We all want to be loved for what we are, despite all of that is around us, despite all that what we have done, despite all of what we are externally. И более того, у нас есть огромная потребность, огромное желание того, чтобы нас любили, принимали именно такие, какие мы есть, и независимо ни от того, какие внешние обстоятельства, что происходит, как мы себя проявляем вовне и как мы себя ведем. We long for this. Мы очень сильно жаждем. Now, we also have
an enormous control over how we react and relate with these qualities of love, or kindness, or compassion, or mercy, or whatever. И плюс ко всему этому у нас есть полный контроль над тем, как мы, насколько мы себе инициируем, проявляем эти качества любви, милости, сострадания. For example, you may see that a person has been born into a very cruel family, but may themselves be very kind. Вы можете встретить примеры, когда дети вырастают в очень жестоких условиях, в жестоких семьях, но при этом они могут быть очень добрые. Or may have the body of a monster and be kind. Или у них может быть какое-то очень ужасающее, страшное тело, как у чудовища, а при этом они добрые. Or have a beautiful, innocent-looking girl body and be wicked and cruel. Или у них может быть прекрасное, просто сногсшибательное, очаровательное женское тело, а при этом они невероятно жестокие. The choices we make manifest our heart. Именно те выборы, тот выбор, который мы делаем, он определяет то, как мы проявляем вне, то, что наше сердце. Now, why would it be that somebody would follow something external and act in another way? Why would somebody follow something external and act in another way than according to their heart? Давайте задумаемся, каковы могут быть причины того, что человек выбирает действовать в соответствии с чем-то внешним, а не просто проявлять себя и свою душу и сердце. It's not so obvious that people will follow their hearts and be what they are. Это не настолько очевидно, не настолько просто, что людям проявлять истинное свое «я» и тем, кто они есть. Sometimes people act in a very different way than what they are as people. Следовать своему сердцу. Иногда люди очень сильно действуют в полном противоречии с тем, кто они есть, и что у них находится в сердце. Because they're following some ideal. Потому что при этом они следуют какому-то идеалу. They're following something external. Они следуют чему-то внешнему. Yet they chose to do it. И при этом они сами выбирают. So you can choose to follow something external, or you can choose to follow your heart. Таким образом, вы можете выбрать следовать чему-то внешнему. Everybody turn off all your mobile phones right now. Я вас очень прошу, Not when they ring. прямо Turn them off now. сейчас выключите все ваши мобильные телефоны, не тогда, когда они уже начинают. It's impossible with all this, like a whole symphony out Для there. меня это невероятно сложно, целая симфония. So you can choose to either keep in contact with yourself or to divorce yourself from what you are. И таким образом именно вы способны, и вы выбираете либо следовать чему-то, либо следовать своему сердцу, тому, кто вы есть, либо отстранить себя от того, кто вы есть, отойти от этого и следовать чему-то внешнему. I find personally, I don't know about you, but this point leads to some really interesting conclusions and further discussion. Я лично для себя обнаружил, что один вот этот момент, вот этот аспект жизни, он нас приводит к невероятным выводам, к невероятным озарениям. And for those of you who are wondering, why is this guy talking about all this anyway, I'll tell you. И для тех из вас, кто уже долго сидит и удивляется, зачем вообще этот человек говорит обо всем этом, я сейчас отвечу. Because I think it touches on the very essence of what is spirituality. Потому что я думаю, что этот вопрос, этот момент, он касается самой сердцевины, самой ядра, самой сути того, что такое духовность. The very root of what is spirituality. Это самый корень того, что такое духовность. Let me give you an example. Я могу вам привести пример. Somebody comes in contact with a religious philosophy, very personal philosophy. God is a person and you worship God with love.
like that. Человек приходит, соприкасается в своей жизни с какой-то очень прекрасной религиозной философией, которая очень единственна. Там все очень единственно, Бог личность, все вокруг личности. Surrenders themselves fully to the philosophy. Полностью предается философии. Even does things which sometimes they think are not right for the sake of a system. И более того, он даже идет на то, что делает что-то, что в соответствии с его истинной природой неправильно, но только ради того, и вообще, что неправильно, только ради того, чтобы поддержать и укрепить эту систему, философскую систему. I'm not saying it's always like this, but it can be that that person has divorced themselves from themselves by accepting something external to themselves. И это не обязательно так, но может быть так, что при этом человек отстранился от своего истинного «я» и принял, посвятил себя чему-то внешнему. Now that doesn't mean that you can't actually be totally involved in such a thing, be totally absorbed in it, filled with love in it. No. We're simply talking here about the situations where one loses contact with oneself by accepting something external to oneself fully. Это не значит, что нет смысла и не стоит принимать такую философию полностью и предаваться и любить ее. Все это может иметь место, но мы рассматриваем то, что при этом бывает, что может происходить такое, что человек отстраняется, теряет контакт со своим истинным «я». In other words, it's possible to be fully, totally devoted to some spiritual or religious ideals and have lost the essence of what is your own spirituality. Другими словами, возможно, и встречается такая ситуация, когда человек полностью, абсолютно бескорыстно предан какой-то очень хорошей, идеальной философии, но при этом в значительной степени потерял контакт со своим истинным «я», со своей истинной энергией, которая есть в сути его духовности. Another person may have no philosophy, may follow no system, may understand nothing external like that, yet have connection to themselves and be more spiritual in essence. С другой стороны, другой человек может не иметь никакой философии, не знать какой-то философии, но при этом быть в контакте с собой, со своей энергией и более проявлять именно свою истинную духовность. It's a very subtle point. И это очень тонкий момент. It's a point which is striking at the essence of what is spirituality. Это именно тот момент, который касается и пронизывает саму суть того, что же такое духовность. That's why in the beginning I knew that even though I wanted to talk about the difference between personalism and impersonalism, I knew it wouldn't stay at that because that's just a surface thing. Именно поэтому с самого начала, когда я начал говорить о разнице между персонализмом и персонализмом, я уже понимал, что это еще не суть обсуждения, это только то, что на поверхности, то, что приводит нас к чему-то очень важному и глубокому. Because once you surrender yourself to a system which was external to you and given to you, it doesn't matter what the system is, you stand a very good chance of being divorced from yourself. The very act of accepting the external thing has a very great possibility of divorcing you, of allowing you to divorce yourself from yourself. Потому что как только вы решаете, делаете выбор, посвятить себя полностью, предаться какой-то, на ваш взгляд, замечательной философии, какой-то идеальной системе или идее, то у вас есть очень большой шанс того, что при этом вы можете потерять контакт со своей истинной сущностью, которая и есть основа, и есть ваша духовность. Love is love. Любовь – это любовь. Whether you're a personalist or an impersonalist, or a communist or a capitalist, or rich or poor, love is love.
неважно, вы капиталист или коммунист, богатый или бедный, духовный человек или атеист, любовь для вас все равно любовь. What my heart is what I am. И то, что представляет собой мое сердце, это и есть то, кто я. It doesn't matter whether I think the ultimate is personal or I think the ultimate is impersonal. И неважно, считаю ли я, что абсолют он имеет личностную природу, или абсолют он имеет личностную природу. I know this is a very radical statement. Я знаю, что это на самом деле очень радикальные вопросы. But first of all, it makes no difference whatsoever to the absolute. То есть само по себе это утверждение, которое я сделал, это не важно, это очень радикально серьезное утверждение, но даже если вы себя поставите на место самого абсолюта, для него это тоже может оказаться совершенно неважно. Because the absolute is absolute. Потому что абсолют, он абсолют. What you think of it doesn't define it. И как бы вы о нем ни думали, это на него особенно-то и не влияет. And second of all, if you're thinking it to be some way, or accepting some philosophy which says it is some way, that means you don't know what it is. И с другой стороны, получается, что если вы принимаете на веру какое-то внешнее определение закона, описывающее того, чем является абсолют, это означает, что вы по сути не знаете, что же такое абсолют. You just have an idea. У вас просто есть какая-то идея. Now, is the idea the more important thing, or are you the more important И thing? что же самое важное, более важное, идея или именно вы? I know this is really tough for some people to swallow. И я знаю, что некоторых людей будет очень трудно принять это утверждение. But it's not difficult if you just keep it back to what you are. Очень трудно проглотить то, что я сказал, но это может быть совсем не трудно, если вы просто обратите внимание и почувствуете, кто вы есть. Are you the soul defined by your ideas? Вы та душа, которая подчиняется определениям, тому, как ее определяют ее собственные идеи. Or are you a being? Или вы сущность, существо. Is your beingness factually affected by these external things? И действительно ли так сильно ваше бытие определяется всеми этими внешними аспектами? I can see that many people have difficulties with this. Я понимаю, что у многих людей могут быть большие. Let's go back again and go back to the self. Давайте вернемся немножко назад и обсудим, что такое я. Really, the only thing you can have contact with is yourself. По-настоящему, единственное, с чем мы можем иметь настоящий непосредственный контакт, это мы сами. If you have no contact with yourself, you can't have contact with anything else, because only the self can contact other selves. И более того, если у нас нет контакта с собственным я, то мы не можем ни с кем по-настоящему соприкасаться, потому что единственное, что может с кем-то соприкасаться, это мы сами, наше настоящее я. Only the self has the capacity to connect with something higher. И только наше истинное я обладает способностью соединяться, приходить к соприкосновению с чем-то более высшим. All spiritual philosophies, all religious philosophies, all meditative techniques say the same thing. It's not that you expect these cells in your body to connect with higher energies. You do it with the etheric energy of your existence, your being, your spirit. И любая религиозная система, любая техника медитации, самосовершенствования, они все говорят о том, что когда мы приходим в контакт с чем-то высшим, это не наши физические клетки соприкасаются с ним, это именно наша эфирная энергия, энергия нашей внутренней сущности. All that really counts is to connect with your beingness. И действительно то, что по-настоящему важно, это ваш контакт, ваша связь с своим бытием. But most of us are so afraid of that. Но большинство из нас, они так сильно боятся этого. Scared to death. Они боятся этого просто до смерти. Because we think at the core of our being we are bad. Потому что мы думаем, что в самой глубине
нашей сути мы плохие. Again, another fundamental philosophical debate: is man ultimately good or is man ultimately evil? И тут сразу возникает еще один глубочайший принципиальный философский фундаментальный вопрос: является ли человек изначально хорошим или порочным? I know other people are good, but I am bad ultimately. Я даже могу думать, я знаю, все люди, они хорошие, я знаю, но я изначально, я по своей природе очень порочный. That's a whole other discussion. Но это уже целая другая тема для обсуждения. But because one thinks like that, one is afraid of contacting oneself. Но именно потому, что человек так думает, он боится соприкоснуться со своим истинным я. Therefore, when one goes to a church or to a temple or a philosophical institution, one says, "Great." И именно поэтому, что человек, попадая в любую религиозную систему, философскую, любую церковь, он так радуется и с таким I just surrender myself totally to this thing. наслаждением принимает это и говорит: я полностью предаюсь этому делу. I don't have to contact me. Потому что я не должен соприкасаться со своими истинами. I just get everything into the external and I am free. Я полностью оставляю все на воле внешнего, я предаюсь внешнему, и тогда я полностью свободен. Understand? Понимаете? You can even be the greatest philosophical personalist and actually be completely impersonal. Вы можете быть либо полным персоналистом по какой-то философской системе, либо быть... Не, одновременно говорить. Одновременно. Вы можете одновременно быть персоналистом, иметь философскую систему полностью персоналистическую, и при этом быть полным персоналистом. Why? Because you have divorced yourself from the reality around you by accepting some ideal which defines the reality around you. Потому что вы таким образом отстраняете себя от настоящей реальности, принимая свое представление об этой реальности. So, what is the difference if you have some philosophical ideal to be a personalist or an impersonalist if you have divorced from yourself? И тогда уже какая разница по большому счету, какие именно ваши представления, персоналистические или персональные, если вы в любом случае отстранили себя от истинной реальности. The essence of spirituality is not a philosophical point. Суть духовности — это не философская категория. The essence of spirituality is to be in contact with what you are. Суть духовности в том, чтобы быть в контакте, в связи, в соприкосновении с тем, кто есть. To get rid of, just drop away all the external things which have been placed upon you and which you have accepted in order to avoid the self. Освободиться, отпустить, отказаться от всего внешнего, что мы когда-то приняли только для того, чтобы избежать контакта со своим истинным я. How can the self be anything but loving, kind, compassionate? Как вы вообще можете представить, что наше истинное я может быть чем-то иным, кроме любви, сострадания, милосердия? How can the self be anything but to see the oneness of all selves, which are just like them? Как вы можете себе представить, чтобы наше истинное я было чем-то другим, кроме ощущения истинного единства всех живых существ? And how can the self not feel connection with all selves in other places, including those who are very powerful? И как вообще возможно, чтобы наше истинное я не чувствовало постоянной связи со всеми другими живыми существами, включая и высшие существа? As far as I'm concerned, the only thing that counts in life is life which is made of experiences and realizations. Что касается лично меня, то я глубоко убежден, что единственное, что важно в жизни, что ценно, именно сама жизнь, которая в принципе является ничем иным, как нашим непосредственным опытом и переживанием. And the only experience and realization which counts to me is mine. Единственное опыт, единственное переживание, которое ценно для меня, это мои собственные.
Now someone might say, well, that's very self-astounding. Кто-то может сказать, ну, это достаточно естественно звучит. But in fact, unless I get my own experiences and realizations, I'll never be able to understand yours. Но реальность такова, что до тех пор, пока у меня нет своих собственных переживаний, своего собственного опыта, я никогда не смогу понять ваши переживания. A poor man can never really understand a rich man, and a rich man can never really understand a poor man. Богатый человек никогда не может по-настоящему понять бедного человека. You've got to get these experiences and realizations for yourself. Вы, чтобы было такое понимание, человек должен сам пройти через этот опыт, через переживания. Ultimately, it doesn't matter, even if you want to avoid for lifetimes and follow all kinds of systems and philosophies and understandings. That is also your experience. Но по большому счету не важно, даже если вы много жизней предаетесь каким-то внешним философиям, каким-то системам, в принципе это является ничем иным, как ваш собственный опыт. All that counts is what you have realized, what you have experienced. Oh, I know. And even you have avoided that experience of avoiding, the experience of the frustration of not getting that experience you wish, is a valuable experience. И что я хотел сказать, на самом деле, что даже если вы избегаете непосредственного опыта жизни, если вы избегаете его очень долго, то само по себе это уже является опытом, который вы получаете, и который ценен сам по себе. My conclusion is a little radical. И мой вывод, он может показаться очень радикальным. You can't push anybody to do anything. По большому счету вы не можете никого заставить делать ничего. You can't force anybody to do anything. Вы просто не способны заставить никого делать. You can't make anybody be anything. Вы не можете заставить никого быть чем-то. You can't make them think anything. Вы не можете заставить его думать. You can't make them realize anything. Вы не можете его заставить осознать что-то. In fact, I don't even know why I'm talking. В действительности, я даже не знаю, в чем смысл того, что я все это говорю, пытаюсь вам объяснить систему. That's my dilemma every time I come here, because I can never figure out, why I should say anything, because it doesn't matter anyway unless you realize it. И это моя, постоянная дилемма, каждый раз, когда я приезжаю, потому что не знаю, в конце зачем я все это говорю, и пока вы сами не осознаете, то на собственном опыте это ничего не стоит. But somehow you come to these lectures. Но каким-то образом вы приходите. I think it's your mercy on me to keep me off the streets and give me something to do. Я это воспринимаю, наверное, как вашу милость с вашей стороны, потому что вы позволяете мне не просто болтаться по улице, а чувствовать, что я занимаюсь каким-то важным делом. But in fact, Но на самом деле, the only thing I can figure out that I would have value is to help you understand, if I can do that at all, to somehow or another reach out for those experiences by not divorcing yourself from the self. но на самом деле, что бы я хотел сделать, если я вообще могу это сделать, это помочь и вдохновить вас понять, что не стоит отстраняться от собственных переживаний, стоит стремиться к можно богатому опыту жизни и в контакте с самим собой, и не отстраняться от собственного бытия, от собственных переживаний. To not be afraid of making the statement, I am. И не бояться сделать утверждение, сказать «я есть». And to experience from that state of being. И получать опыт непосредственно из этого состояния бытия. To experience what I am as I am, and to reach out to others, to the universe, to the world. Ощутить на практике, каково это, когда я проявляю себя таким, какой я есть на самом деле, что получается, и ощутить мир из этого состояния. Can you imagine what it would be like if everyone was in contact with themselves? Можете себе представить вообще, как бы все выглядело, каким был мир, если бы каждый человек был в контакте с своим истинным. When you're in contact with yourself, you will immediately understand that it's not in your interest to cause trouble to others.
Первое, что происходит, когда вы в контакте со своим «я», вы сразу же понимаете, что это противоречит вашим собственным интересам причинять вред другим. You will see that your interests and another's interests are exactly the same. Вы сразу начинаете понимать, что ваши интересы, интересы других людей, они полностью совпадают. You will see things in a very different way. Вы начнете воспринимать все совершенно по-другому. Because when you see things according to external arrangements, you see things in a way which is not filled with compassion and kindness and love and truthfulness. Потому что получается так, что когда вы смотрите на мир, исходя из внешних представлений, внешних правил, систем, то такие качества, как настоящая доброта, настоящее милосердие, настоящая любовь, они не способны реально проявиться. You will see arrangements based on fear. И вы начнете видеть вокруг, так сказать, разного рода заговоры и неприятные ситуации, которые основаны на страхе. Fear and only fear. Все для вас будет основано на страхе и только на страхе. Fear that I'll be cold, or I'll be hungry, or I'll be lonely, or I'll do something wrong, or whatever. У вас будет страх того, что если я буду голодным, что если я замерзну, что если я ошибусь, сделаю что-то неправильно. And one who lives in fear always meets fear. Человек, который живет в страхе, он постоянно встречается с этим страхом. One who lives in a certain kind of external understanding always meets that. Но человек, который When you live in a certain kind of external understanding, you always meet things which are similar to that. когда вы живете в соответствии с вашим внешним представлением о мире, то вы всегда будете события будут именно соответствовать вашему представлению. And when you live in love, you meet that love. И когда же вы живете в любви, вы будете встречать любовь. When you live in the self, you only meet other selves. И когда вы живете собственного бытия, своим собственным «я», вы будете встречать не что иное, как истинное «я» других людей. And when you see that you are meeting something external that a self has accepted, you accept that. И даже если вы встретите что-то, являющееся внешним по отношению к вам, вы будете понимать, что это внешне, вы примете это таким, как оно есть. And you see everybody moving along their own chosen path at their own chosen pace. Вы прекрасно будете видеть и понимать, что каждый человек движется по пути избранному им самим и так, как он сам выбирает. And you're not upset. И вас это не будет беспокоить. You're not agitated. Вас не будет это раздражать. And if you actually have love for others, you facilitate them along their path. Более того, если вы будете в таком состоянии, у вас будет настоящая любовь к другим существам, то вам хочется помогать собственным выбранным пути. You don't condemn anyone's path. И вы не будете отрицать мечети. You don't judge others. Вы перестанете вообще осуждать. You don't try to manipulate or exploit others. Вы перестанете манипулировать, эксплуатировать других. You don't do things from a selfish point of view. Вы перестанете делать что-то из эгоистических соображений. You do things from the loving point of view. Вы начнете делать что-то из соображений чувства любви. When you come to the platform of the self, you don't need philosophy. Когда вы находитесь на уровне контакта со своим истинным «я», на уровне своего настоящего бытия, вам, в принципе, уже и не нужна никакая философия. You don't care about all those things which have been said and what you have heard and all the millions of books which have been written. Вы вообще перестанете беспокоиться о миллионах всего, что вы когда-то слышали, прочитали, о миллионах всего, что вы знаете. You will simply see that everything is simply spiritual love. Вы начнете прекрасно понимать и осознавать, что все, что есть, это просто настоящее духовное. Or the reaction of fear. Или реакция
человека основана на страхе. You will see even the Supreme has pure love. Вы увидите, осознаете, что даже Верховный Абсолют обладает чистой любовью. And you will see there's no need to have any fear. Что он является этой любовью. И вы осознаете и поймете, что нет абсолютно никакой необходимости чувствовать. You will realize that the only thing you can really change is yourself. Никакой страх. Вы поймете, что единственное, что вообще можно менять, и что стоит менять, это самим себя. You can change those things which are externally not what you wish them to be in your life. И тогда вы сможете менять внешние обстоятельства в соответствии с тем, как вы их выбираете, как вы хотите, чтобы они проявлялись. And you can continue to evolve that way. И вы сможете продолжать эволюционировать. Tomorrow somebody remind me to speak about what comes after illumination. Завтра, пожалуйста, напомните кто-нибудь, чтобы я поговорил о том, что же происходит после того, когда у человека наступает озарение, просветление. Because in these external philosophies, a lot of emphasis is placed on illumination as being the goal. Потому что практически во всех этих внешних философских системах очень огромное значение уделяется и огромное внимание к этому моменту достижения этого конечного просветления, совершенства. Tomorrow I'd like to talk about what comes after illumination. Завтра я бы хотел поговорить, что же происходит после озарения. So, I leave you with those thoughts, and I'll be back in 5 minutes. Я оставляю вас на этой мысли, и я вернусь через 5 минут. And then there's like to make from my own personal understanding is that you're going to struggle with that every minute of every day. There's at no point a realization you will have where you will not be struggling to see, what do I do now? It's one of the essence of having free will, is that you have to figure out what to do now. На самом деле можно много говорить о том, что нам делать сейчас. Можно долго обсуждать, но я лично пришел к такому выводу, что это никогда не закончится, и постоянно каждый момент времени будет такой момент, будет такой вопрос, будет эта борьба, постоянно нам придется решать, что именно я должен делать именно сейчас. To understand what to do now is the whole essence of existence. И можно это понять и так, что понимание того, что делать именно сейчас, это и есть суть нашего. Because existence is happening right now. Бытия, потому что бытие — это именно то, что касается происходит прямо сейчас. It's not happening in the past, and it's not happening in the future. It's happening right now. Это не что-то, что было в прошлом, только в будущем, а то, что происходит прямо сейчас. Хорошо. Тогда если сейчас, то еще один мой любимый философ Киркегор сказал, что дверь счастья открывается наружу. Значит, надо вышибать ногой где-то дверь и вваливаться в счастье. А там социум, и там говорят, это нельзя, это нельзя, это нельзя. You know, you can't kick the door to the outside world open until you have been inside. В принципе, то, что вы говорите, означает, что вы не сможете как бы дверь открыть наружу до тех пор, пока вы сами не будете внутри, да? Unless you're inside, you can't go out. Пока вы не будете внутри, вы не сможете как бы наружу. То есть пока я внутри не буду счастлива, да? Да. No, what I meant to say is that what that philosopher may have implied is that when you are inside, when you are connected inside, when you understand what you are, then to further your experiences, you move out.
И я лично, я понимаю, предполагаю так, что принял в виду этот философ, возможно, это именно то, что когда вы уже находитесь внутри, когда вы осознаете, чувствуете, кто вы есть, осознаете себя, свою энергию, свое бытие, тогда следующий шаг давать, это проявить себя вовне. Нет, я понимаю, что эту дверь можно открыть тихонечко и осторожно. Но там все равно скажут, вот это нельзя. I understand that the door can be opened out even just slowly and carefully, but still somebody will tell you, you cannot do this, this is proceeding. Oh, sure. Конечно, Of Там course. общество, там точно. Because that's the nature of life. There's always opposition, then there's always attraction, repulsion. These opposites are what gives life its flavor. It's what gives it its spice. It's the very nature of the energy of this world. потому что это такова природа жизни, природа мира. Постоянно встречаются полярности, силы отталкивания, силы притяжения. И именно это формирует, представляет собой природу. And now if somebody tells you don't do something, that doesn't mean you don't have to. И даже если кто-то вам говорит, не делай это, нельзя, это запрещено, это не значит, что вы не можете это делать. It also takes a certain amount of strength and realization to know, well, I'm not going to listen to that person. Иногда требуется достаточно осознания, достаточно понимания, уверенности в себе, чтобы решить, я не собираюсь слушать этого человека. And that's also very valuable. И это тоже очень ценно. It's as valuable to know when you will listen to someone as to know when you will not listen, and to be able to say, I will do this, I will not do that, I will listen to this, I will not listen to that. Настолько же важно, насколько вы встречаете того и решаете, что вам стоит кого-то слушать. Настолько же важно быть способным определять и решать, когда вам не стоит. I will accept this, I will not accept it. Я приму это, я не приму не буду. То есть лучше идти от импульса, да? Well, I wouldn't use the word impulse. Did you really use the word impulse? I wouldn't use the word impulse. I would say it's the decision you reach. Я даже не назвал это импульсом, я скорее сформулировал это как, написал это как то решение, к которому вы приходите. Now, you may make that decision very quickly, and it will seem like an impulse, but one should be so conscious that when one does something, it's a decision rather than a reaction. Это решение может у вас произойти очень быстро, может выглядеть как импульс, но важно быть уверенным, что это ваше сознательное решение, а не просто как резонансная реакция. Да, но ведь любовь это не решение, это то, что ты нашел сквозь меня. Well, when you talk about love like that, let's put it like this. If you love somebody, like your mate or something like this, and a situation arises where you have to do something, the decision you make will be based on that love. Я могу это так формулировать. Когда вы любите кого-то, и вы должны решить что-то, делать что-то, не делать, то ваше решение должно быть основано на... The love itself that you have between people or between the world and you, that is not something which is a rational decision. It's not something you decide, it's something that is. But what you do can be based on that love. Любовь сама по себе не является каким-то рациональным решением вашим, но то, как это связано, это ваше решение, оно может быть основано, должно быть основано на любви. Хорошо. Те традиции, в которых я росла, и вот читала, и думала, и весь ментал, он говорит о том, что любовь – это когда ты живешь ради другого. То есть полный отказ от себя. И здесь получается, ну, в смысле, если я буду думать, что я сделаю так, как вот ему будет хорошо, то, а мне от этого может даже плохо, то я все равно люблю его, вроде как получается, понимаете? Но при этом я ухожу от себя и теряю саму суть любви. According to tradition,
соблюдаете, и он, teaches that when you act upon love, you act on the basis of what is beneficial for the other person. But isn't it that in this way I kind of respect my own interests, I manifest against what is good, that is beneficial for me? I don't think so. Because when you act out of love, that is beneficial for you. Я лично не думаю, что стоит этого опасаться, потому что когда вы по-настоящему действуете на основе чувства любви, то это для вас тоже благоприятно. Хорошо. Я действую по-настоящему, и я люблю. И естественное мое чувство и желание – это получить любовь в ответ. Okay, what is my act on the basis of love, and my only desire is to get love back. А мне That's not exactly the same thing, because love, I think, well, of course now we're defining love, and that's a difficult thing to do. Конечно, сейчас мы спускаемся в рассуждение о том, мы пытаемся определить, что же такое любовь. Это уже немножко другое. Нет. But what you just said is more business than love. Нет, что такое я? Потому что все время даже в любви я как бы... Еще не перевели пока. Еще не перевели, хотя перевели. Пример любви, который вы привели, я бы это назвал скорее отношением бизнеса, чем отношением. That when I give love, my primary desire is to get love back, so I'll give and get, give and get. So that's kind of like a business, whereas love is more selfless, more unconditional. Когда я действую, я буду на основе любви, и при этом единственное желание получить любовь, это уже больше похоже на бизнес, я доверил, я ожидаю, что это не... Правильно. Извиняюсь. Потом discuss нас. I have a question. Actually, you told before then I will come and we will continue. You didn't tell then will be questions, answers like this. Maybe you have something to continue also. We can. No, I didn't know. We're going to quit any minute now. I just wanted to discuss the point, see how people But because maybe somebody has some questions about this point which you spoke. Do you? I mean, maybe somebody has. Well, if they do, they have arms. Because maybe they have interesting questions, but not on this point which you propose. Значит, я говорю, может у кого-то есть по теме вопросы какие-то конкретные, по той теме, которая была сегодня, а не просто там много интересных тем разных. Если у кого-то есть, пожалуйста, вот. Есть такие? Вот у нее есть. На самом деле, мне кажется, она очень даже по теме задавала вопросы. Понятно, да. По теме самого себя. Я знаю просто людей, которые действительно, когда проявляют себя в любви, то есть самопожертвования, они идут и просто теряют себя. Как будто заслонение. Actually, the question already asked before very much related to what we speaking now. Like developers in such ways that actually often you can meet situations when people acting on the basis of love, they lose themselves completely, they just give themselves In what way? Как вы можете представить такую ситуацию? Ну, вот я знаю человека, который любви и сострадания ко многим тоже людям и вообще, он просто стал терять себя, он стал терять себя, просто стал растворяться во всех этих людях, которым он стал любовь, и просто он потерял себя как личность. Свою жизнь, свои чувства, свои интересы, свои ценности, как-то для того, чтобы он сам еще не нашел самого себя, и слишком рано стал еще до связи с самим собой, You know, it's like, again, it's the same point, that life is a constant struggle
with balancing things. И это опять приводит нас к такому моменту, что жизнь, в принципе, это постоянная вот эта борьба за то, чтобы переводить равновесие разных полярностей. It's real easy to say, oh, that's because that person didn't really have contact with himself. Нам на самом деле нам легко так вот рассуждать. Ну да, это все просто вот как бы так получилось, потому что он сначала не пришел в контакт с собой. But in practical reality, that answer doesn't help anyone, and it's not even right. Но в практической реальной жизни это такой ответ, такое суждение, оно может никому особо не помочь, может даже сказать и ошибки. You know, life being a struggle also means sometimes you give too much. То, что жизнь борьба, проявляется также в том, что иногда мы отдаем другим слишком много. You know, if you examine a lot of the points that I've been discussing today, you'll see a lot of them are straight out of the Bhagavad Gita. Да, например, если вы проанализируете, что я сегодня говорил, вы найдете много как бы, того, что есть в Бхагавад Гите. Like, for instance, you'll become immune to all that you have heard, all that everyone has said, all these flowery words. Есть такой стих, что человек становится These things are also in the Bhagavad Gita. Not very much emphasized, but it's also there. равнодушным ко всему, что он когда-то слышал, естественно, языку вет. Это не сильно подчеркивается, как много есть такой стих. And there's also, don't eat too much, don't eat too little, don't sleep too much, don't sleep too little, don't have too much play, don't have too little play. И там также есть такой стих, что не стоит слишком много спать, или слишком мало спать, слишком много есть, слишком мало есть, слишком много играть. This statement is leading us to the point where you have to have things in balance. И эти утверждения, они приводят нас к тому, что нам стоит поддерживать равновесие. But the world is always putting things in such a way that everything goes out of balance. Но сам мир, он таким образом функционирует, что все постоянно с ним повесит. Now some people think the state of being out of balance is bad. Некоторые люди сразу же определяют то состояние, когда что-то выйдет на равновесие, они определяют это как плохое. But I don't think it's either good or bad, it's just what it is. Но я бы не называл это ни плохим, ни хорошим, это просто то, что есть. There is nobody who's got everything balanced all the time. Не бывает такого человека, у которого постоянно все находится в равновесии. Unless they are the most boring, dull, and lifeless person on this planet. Но даже если такой человек был, то это был бы очень самый скучный, самый безжизненный и самый пассивный человек на этой планете. Anyone who's living Любой живой человек has all these influences which push the scales this way and that way all the time. но постоянно есть какие-то влияния, которые его перекачивают с одного полюса на другой. But one has to, simply because it's unhealthy not to do it, one has to always keep things somewhat balanced. Просто потому, что нездоровым является не делать это, просто по этой причине человек вынужден постоянно приводить в равновесие. So if somebody, like you say, is always just giving and dissolves themselves in the act of giving, then the balance is like this. И если ситуация такая, как вы описали, что человек только отдает себя постоянно, то таким образом он выводит себя из равновесия. And that's not healthy for them, and that's not healthy for the person they're giving to. Это не здоровое явление для самого человека, не для тех, кому он себя отдает. Therefore, one has to try to keep things in a more stabilized, balanced situation. Поэтому стоит стараться поддерживать все как можно более в таком состоянии равновесия и стабилизировать. But not to be elated when there's illumination, and not to be disturbed when it's not present, also in the Bhagavad Gita. Но опять же, есть стих, не слишком радоваться, когда вы счастливы, и не слишком расстраиваться, когда что-то не так. You know, Krishna is the most experienced person. Можно сказать, что Кришна это самый опытный, Because he's also experiencing what you're experiencing.
Потому что в сущности он реально переживает, получает опыт всего, что переживает другой. That's what it means to be the master of the senses. И именно это имеется в виду, когда он определяется как хозяин всех чувств. This is what we are. We are God in experience mode. Это именно то, что мы есть. Мы такие маленькие боги, которые находятся вот в этом состоянии получения опыта и испытания жизни на собственном опыте. So therefore, he's giving us hints that, you know, it's going to be going on all the time, this thing we call life. И поэтому он постоянно намекает, он старается нам дать понять, что вот это то, что есть жизнь, то, что мы называем жизнью, все это будет продолжаться дальше и дальше. Your understanding will go up and down. Your feelings and experiences will be sometimes tumultuous. И ваше понимание, ваши опыты, It means like a thunderstorm. ваше состояние вашего жизни, ваш опыт, ваши ситуации, иногда они будут совершенно выходить из-под контроля, быть подобны какому-то грому, статья. Just consider the situation of the Bhagavad Gita. I think it's just the amazing sense of humor of Krishna. Просто рассмотрите саму ситуацию в Бхагавад-гите. Это невероятное чувство юмора Кришны. You're in the middle of this huge battlefield. Они находятся в самом, так сказать, центре поля битвы. Everybody's about to chop everybody to pieces. И все уже готовы просто слюнки текут, чтобы разрубить друг друга на кусочки. And here, the greatest warrior of all time is crying on a chariot. И вдруг величайший воин всех времен, всей планеты, вдруг начинает плакать. And Krishna is speaking this very delicate philosophy. И Кришна начинает не спеша обсуждать эту очень тонкую, глубочайшую философию. Of balance, of reason, of elimination, of enlightenment, of action, and О том, как поддерживать все в равновесии, о том, что такое просветление, о том, какие причины всего, о том, как действовать. and yet, what is the balance? И при этом в чем же равновесие? Arjuna is going to go out there and kill everybody. Равновесие, оказывается, суть равновесия в том, что для Арджуны, что он должен пойти и, не стесняясь, всех поубивать. Figure it out. Подзадумайтесь над этим. I can't. Я не могу себе это представить. I can just see Krishna on that chariot smiling. Я не могу себе представить, как это такое может как-то выглядеть. Я пытаюсь представить Кришну, который сидит на колеснице, улыбается. But that aspect of Krishna, people don't talk about. Но об этом аспекте Кришны люди не говорят. People mainly get into the book itself, the instructions, all that other stuff. Люди обычно, когда читают Бхагавад-гиту, они обращают внимание на содержание, на все там указания, которые даются, как обсуждать философию. The irony of it, Но вы подумайте, саму the drama of it, иронию ситуации, саму драматичность, the humor of it, насколько она пронизана чувством юмора, cosmic humor. какой-то космический юмор. It's mind-boggling. Mind-boggling. It just makes your mind. А это просто, если вы пытаетесь думать, у вас может пузырьки в голове появиться. And then we worry about our problems. А при этом мы так похожи свои собственные проблемы. You know, this little problem we're having here at home. Как проблема дома. It's so huge. А это такая My проблема. mind. And there, you know, there's Arjuna and there's Потом Арджуна. millions of people about to get chopped to pieces. А вокруг него миллионы людей, они слинки, чтобы друг друга на кусочки. You think you got a problem? А вы думаете, вот у меня So this message of it's just going to go on. Life is going to go on. You can agree to it going on, or you can disagree, but it doesn't matter. It goes on anyway. И за всем этим стоит послание, суть, как бы, Кришна намек на то, что жизнь, она продолжается. И не важно, соглашаетесь вы с тем, что она продолжалась, не соглашаетесь, но все равно
будет соблюдаться. You can choose to be part of it or not. И вы можете выбрать, будет ли вам участие в этого или не быть участием. It doesn't depend on you. Но это не зависит от вас. It goes on. Оно продолжается само по себе. Now what are you going to do? И что же вам делать? Just bring it in balance. Просто старайтесь привести его в равновесие. What it means to bring it in balance is different for everybody. И что это на практике означает привести свою жизнь в равновесие, это отличается, это разное для каждого человека свое. For Arjuna, it meant killing millions of people. Для Арджуны это означало убить, не стесняясь, миллион человек. But he did it, and it brought it into balance. Это означало привести себя в равновесие, и он сделал это и привел себя в равновесие. For that person, it means taking some time out for himself. Для того человека, которого вы привели как пример, это может означать просто выйти какое-то время, посвятить себя и заняться собой. And the amazing thing about life is that perhaps the decision to do that for that person is as monumental as the decision of Arjuna to go out and fight. И жизнь такова, что для того конкретного человека вот это само решение, когда он приходит к осознанию этого решения, чтобы привести себя в равновесие и сделать это, оно настолько же фундаментально, настолько же имеет огромное значение, смысл и такие ощущения, как что чувствовал Арджуна, когда он решил держаться. The quantity of experience or the weight of what's happening or any other circumstance or situation is not what defines the value of it. Потому что, так сказать, количество опыта, обстоятельства, масштабы этого опыта, это не определяет ценность, не является показателем ценности этого опыта. The value of it is how it affects you. Ценность опыта именно в том, как он влияет лично на вас. And the littlest thing. И тогда бывают самые мельчайшие, элементарные явления, вещи, Can affect you very deeply. не могут повлиять на вас очень сильно. And a big thing may not affect you at all. А какие-то огромные, масштабные явления могут на нас очень. Isn't that fantastic? Sometimes even one word a person says can affect you more than a bomb blowing up next door. Разве это не удивительно? Бывает так, что одно слово может подействовать на другого человека сильнее, чем пусть там целая бомба взорвется. It also depends when it happens. Это также зависит, конечно, от того момента, когда и как это происходит. Something happening to you at this time may have a totally different effect when the same exact thing happens at another time. Нечто, что происходит в какое-то время, может иметь совершенно другой эффект, чем когда то же самое происходит в другое время. Anyway, that was an interesting discussion. Так или иначе, это интересно. Можно добавить пример. This is the last question. Это последнее. Speaking. Я даже думал об этом, когда But the reason why a person ultimately agrees with something is because there's something within them that thinks the same way. Но если вы разберетесь, то причина, почему человек соглашается с чем-то, причина этого в конечном итоге в том, что внутри него есть что-то, что то же самое. But what it is that they're И он agreeing, даже открывает в себе это. wait, what it is that they're agreeing with is not necessarily the philosophical point all the time. Но само по себе, то, с чем человек соглашается, это не всегда является само по себе каким-то философским. That's what I was saying, that Именно это я пытался сказать. sometimes they use the philosophy as a means to avoid the responsibility of contacting themselves. Что иногда люди используют философию как
средство избежания контакта со своими сильными «я». Some people use philosophy as a means to contact the self. Некоторые люди, они используют философию как средство, наоборот, прикосновения к своему «я». That's, I hope, what we do here. Я надеюсь, что именно этим мы здесь и занимаемся. So it's like stupid of me to say, philosophy, let's trash philosophy, because that's all we talk about here. Потому что, поэтому, конечно, было бы для меня неразумно и глупо делать утверждение, что философия полезна, давайте ее подальше, так сказать, отошлем, потому что в конце мы именно этим здесь и занимаемся. But I hope that what I'm saying here never gives you an excuse to avoid the self. Но я надеюсь, что то, что я сегодня вам говорил, вы никогда не используете как в качестве оправдания или средства отстраниться от своего истинного «я». И еще, значит, вот я хочу, товарищ, ответить. Actually, this is the point, will be part of the point tomorrow. На самом деле, это то, что вы говорите, будет частью того, о чем вы говорите. What comes after illumination. Это как раз то, что я хотел сказать, как бы поговорить о том, что происходит после having a better and deeper understanding of what actually is love. Озарения, и чтобы задуматься и обрести более глубокое понимание того, что же, чем же является любовь, что же это такое. Thank you. Спасибо. Спасибо. Bye. Поэтому предлагаю вам разделить со мной ответственность и попробовать умиротворить, успокоить атмосферу. I'm not exactly saying that peace is the only way in which things can develop, but for me, when I'm going to speak, I need that. Я не имею в виду, что покой, умиротворенность — это единственное, как все может развиваться, но когда я говорю, я бы предпочитал делать такое отношение. So I thought that we could just sit and do a meditation, and in this meditation we'd like to just fill this room with a beautiful white creamy energy, very liquidy creamy energy. И я бы хотел сейчас провести медитацию, и когда мы будем медитировать, представьте, что мы наполняем эту комнату такой белой, кремоподобной, немножко жидкообразной такой энергией. Because in the realms which are very evolved, energy is a liquid. Потому что на тех сферах, которые очень развиты, энергия такой жидкой консистенции. It flows like that. То есть она подобна жидкости, она течет. So I thought it would be nice if we could flow, let ourselves bring down the flow of that beautiful white soothing energy. Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами как бы это призвали и помогли этой энергии не дойти сюда, это делать такой поток этой белой жидкообразной энергии. And especially on me, so I could say something interesting today. И это особенно важно для меня, конечно, чтобы я мог сегодня сказать что-то интересное. Because I'm also one of you and I need help too. Потому что я также один из вас, и мне тоже нужна ваша помощь. So would you like to do that? Вы согласны? Вы хотели бы? If you don't like to do that, just stay out of the way of everyone else doing it. Но даже если вы сами не хотите этого делать, то, по крайней мере, не мешайте никому этого делать. Because if somebody sits there and says, oh, there's a bunch of nonsense, they're just busy throwing away everything that we're trying to do. Потому что если человек сидит в настроении, что это мне не нравится, что происходит, то он включает такую негативную энергию. So out of courtesy, one can just say, all right, I'll sit here quietly for a while. Или, может быть, просто любопытство, такому человеку стоит посидеть спокойно, думать, ну хорошо, посмотрим, что это такое. Now there are a lot of powerful people here. It's a small group, but there's a lot of powerful people in this В room. том, что здесь сейчас не так много людей, но многие люди здесь они очень сильные, достаточно могущественные. Some of them know it, some of them don't. Некоторые из них осознают это, некоторые нет. But
let's use our power to make something very nice here now. И я предлагаю вам использовать эту силу для того, чтобы сделать вместе, сотворить что-то хорошее. So we can all close our eyes and sit in a very relaxed way. Поэтому давайте все закроем глаза и сядем очень расслабленно. And just let go all the stresses and anxieties which have accumulated in our body. И отпустим весь стресс, то беспокойство, которое накопилось в нашем теле. And let them all just flow down into the floor. И пусть они все исходят как And as we are allowing all those energies to flow into the floor, just visualize underneath of us like a garbage disposal which is just burning up all of that stress and anxiety that's in the floor now. И представляю, как все это спускается вниз, представьте, что под нами находится такой как бы контейнер с сжиганием мусора, и все это, что накопилось, сгорает. So do that now, bringing down the energy of stress from the head down right into the feet, into that garbage disposal, and let it just clean up. И соберите всю эту энергию стресса, начиная с макушки головы, и опустите ее вниз в этот огонь, пусть она все сгорит. Do that now. Делайте это сейчас. Now, I would request if you can just bring down in this whole building all the negative energies and put it also in that garbage pit and burn them up too, from the whole building. Сейчас я хочу попросить вас вместе, всем вместе, сделать так, чтобы вся негативная энергия в этом здании спустилась вниз, начиная с самых верхних уголков и этажей. And burn them up. И сгорело. Do that now. Делайте это сейчас. Now, bring down that liquid white energy of peace and cleansing energy of love in this white form of liquid. Сейчас притворите эту жидкоподобную энергию, белую энергию мира, покоя и энергию любви. And first fill up yourself with that energy. Прежде всего наполните себя этой энергией. And just keep filling and let it fill this whole room, all your neighbors that is in this room now. Затем позвольте их заполнить всю комнату, всех ваших, всех, кто сидит рядом. Do that now. Делайте это сейчас.
It's very good if now we can give thanks to Gornakai. Если сейчас мы поблагодарим, говорим, Just tell them thank you. это скажите. So, greetings. Я приветствую вас. Yesterday I said I wanted to talk about what happened, or rather the topic I wanted to speak about was the situation of what comes, or what is, or what exists after enlightenment. Вчера я сказал, что сегодня мы поговорим о том, что случается, что происходит после так называемого просветления и озарения. Well, I hope nobody got the impression that I meant to speak about that there's just some realm where after you're enlightened, you're in that realm and you do things. That's not what I meant. Я надеюсь, что у вас не сложилось впечатление, что я имел в виду, что какой-то сферу, выше, какое-то царство, куда вы попадаете, и что вы будете там делать. That's too easy. Это было бы слишком легко описать. That concept is a very easy one to deal with. Подобная концепция очень легко обращаться. It's very simple. Она очень простая. I become realized, I become enlightened, I go to that final abode and I dance and I'm happy all day long. Я достигаю совершенства, я попадаю в такой обитель, где я всего достиг, и я танцую от счастья, и все хорошо. Maybe you go to such a place. I'm not going to talk about that today. Может быть, такое бывает, может быть, мы попадаем в такое место, но сегодня я буду говорить не об этом. What I'd like to discuss is how one understands the term enlightenment and activity. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как человек понимает, в чем суть этих понятий каких-то просветлений и деятельности. In the past, enlightenment or illumination was discussed in terms of something which seems to have been a final state. В прошлом очень часто говорилось о просветлении как о чем-то, каком-то конечном результате. A state which, once attaining, you are essentially there. Это представлялось как такое состояние, когда вы достигаете его, вы уже по сути там, вы пришли туда. You have made it. У вас получилось, You get a reward. вы получили награду, A pat on the back, вас похлопали, погладили по плечу and entrance into the last destination. и пригласили войти в обитель вашего конечного цели, Now, предназначения. factually speaking, while we are here in this planet, there is no possibility to be in that last destination because we are here. Фактически, если говорить реально, пока мы находимся на этой планете, у нас нет возможности по-настоящему быть на том уровне, потому что мы все-таки здесь. And being here, we have to deal with here. И будучи здесь, нам приходится жить и действовать здесь. It has been explained by various scholars in the Vaishnava tradition, especially Vishwanath Chakravarti Thakur. Разные вайшнавы, разные ученые вайшнавской традиции объясняли это, особенно Вишванат Чакраварти Тхакур, That if one were to attain
that absolute illumination and enlightenment, the obvious next conclusion would be that he would drop the body and depart to that place. То когда человек достигает такого совершенства, просветления, то естественным следствием этого становится то, что он просто покидает свое тело и отправляется туда. But that does not happen. Но это ведь не происходит. And he explained that that's because if everybody who was ever enlightened would immediately disappear from this world, it would be very hard for anyone else to become enlightened in their association. И он объясняет это так, что если бы так происходило, если бы любой человек, достигший просветления, сразу же отправлялся, уходил из этого мира, тогда у других людей не было бы шанса тоже достичь просветления с помощью общения с такими людьми. Now that is, as far as I'm concerned, a very good explanation. И мне кажется, это очень хорошее объяснение. But I'd like to expand it in two distinct ways. Я бы хотел расширить его, продолжить его двумя разными способами. The first way is that enlightenment or illumination is not a one-time final thing that never occurs again or in any other form. Прежде всего, можно продолжить в том направлении, что просветление как таковое не является каким-то конечным событием, которое случается только один раз и больше никогда не повторяется ни в каком виде. And the second thing is that the reason why one doesn't just disappear into some enlightened realm is that's not the way it works. И второй путь, как можно продолжить это объяснение, что это просто так не работает, чтобы человек достиг просветления и сразу ушел из этого тела. To explain that point is going to take a lot of discussion. И чтобы вот этот момент объяснить, для этого нужно очень большое серьезное обсуждение. But I'm going to try to do it in a rapid way, so I hope it works. Но я, по крайней мере, постараюсь сделать это быстро и надеюсь, вы поймете. What is enlightenment? What is illumination? Что такое просветление? Что такое это совершенство, озарение? Actually, the words are quite similar in the English language from the way in which they were developed. В действительности в английском языке, вот это так же, как и в русском, просветление, оно очень, по этимологический смысл слова, он очень соответствует тому, как оно развивалось. When something gets illuminated, it means it is lit up. Когда человек достигает просветления, это означает, что фактически, что он как бы загорается, что ли, зажигается, проникается светом. If the room is dark at night, you turn on the light bulb is illuminated, it spreads light throughout the room. Когда ночью в комнате темно, вы включаете лампочки зажигаются, и они заполняют комнату светом. And the purpose of spreading that light is to allow us to see what we previously could not see. И цель этого света в том, чтобы позволить нам видеть то, что до этого мы не видели. When something is enlightened, it is the same thing. It goes from the state of darkness to the state of light. Когда что-то просветлено, как бы наполняется, становится источником света, это означает, что из состояния погасшего состояния, оно переходит в состояние источника света. Now in common usage, which means that words become transformed by the way in which they are used, the words have become a little bit different. Но на практике, в процессе развития языка, все-таки изначальный смысл, который стоял за этим словом, он немного меняется. You know, when you use language and you have a certain particular point you're trying to make, words tend to shift in their meaning to fill that desire. И когда вы пытаетесь что-то объяснить, используете разные слова, то
слова, они как бы имеют склонность немножко сказать, что ли, смысл. So, enlightenment has come to be known as the state at which you have realized everything there is to realize. И слово просветление, оно в ходе истории приобрело такое значение, такой оттенок, что вы достигаете такого состояния, когда больше нечего уже достигать. And illumination is seeming to be a temporary state whereby all of a sudden things become clear in a certain particular aspect of existence. А на самом деле просветление, похоже, означает временное состояние, где вы просто становитесь способны видеть то, что раньше не видели. A certain dark part of us becomes filled with light. We understand all of a sudden. Некоторая темная часть нас внезапно наполняется светом, и мы начинаем видеть то, что раньше не видели. Now, of course, one can discuss meanings of words endlessly, but I'm giving this particular just explanation to explain how, in fact, these two terms are not different. Конечно, можно долго обсуждать, каким образом слова бывают искажают смысл, но смысл не в этом, и в этом особого нет смысла. Но что я хотел сказать, что на примере этого слова, что здесь как раз смысл достаточно совпадает. I would like to propose that what we have termed as enlightenment is actually another stage of illumination. И поэтому я бы предложил как бы для нас обозначить термин то, что мы называем конечным достижением совершенства, такого просветления. Ну, по-русски эти слова не похожи просто. То есть именно не как конечное достижение чего-то, а именно просто состояние просветленности, в смысле освещенности светом. You must be having a horrible time dealing with this. Almost the same in Russian, yeah. You probably don't know what I'm talking about then. No, yeah. Yeah? Okay, good. So, if one were to say that there is no final state, then it's easy to understand how illuminating or becoming clear and becoming enlightened are just another stage of existence, not the final one. Если мы понимаем, что в принципе нет такого конечного что ли, состояния, к которому мы стремимся, то тогда нам становится гораздо легче понять все остальное. Мы понимаем, что есть просто другое временное состояние, где мы начинаем видеть гораздо больше, и оно более освещенное. One might say that to understand the self, this is enlightenment, and that is also true. Кто-то может сказать, когда мы понимаем себя, это, в общем-то, есть просветление, и это правда. To come in contact with ourselves, to feel what we are, this is actually an enlightenment. Когда мы приходим в контакт с самим собой, когда мы чувствуем себя, кто мы на самом деле есть, это просветление. To know what you are, to feel your energy without obstruction, to be clear about what you are, this is illuminating energy, this is enlightening energy, this is clarity. Знать, кто вы есть, знать свою энергию, чувствовать ее, уметь различать ее от всего остального, это и есть то, что мы называем просветление, ясность видения, ясность понимания. For one who did not know it before, this is an incredibly powerful realization. И для человека, который встречается с этим явлением впервые, это может быть невероятным моментом осознания и реализации. It's like a blind person seeing, it's like a deaf person hearing. Это подобно тому, как слепой начинает видеть, глухой начинает слышать. It's like a person actually feeling for the first time. Это подобно тому, как человек начинает чувствовать первый раз. But it's not really like that. Но на самом деле это не совсем так. The reason why it's not like that
is because this is our original state. Почему это не совсем так? Потому что состояние просветления это наше изначальное состояние. So one could actually say it's like a person who used to feel but stopped feeling, remembering what it was like to feel again. Можно это сформулировать и так, что человек, который раньше видел, чувствовал, слышал, он начинает, он как бы вспоминает снова, как он чувствует, видит, слышит. So it's not factually a totally different state than we had been in ever before. Поэтому нельзя сказать, что он входит в какое-то совершенно новое для него состояние. Let's put it this way. In this lifetime, every one of us have had moments of illumination. Давайте скажем так, можем сказать так, что в нашей жизни каждый из нас так или иначе когда-то встречался с этими моментами просветления. Some of them longer, some of them shorter. Некоторые такие моменты были дольше, некоторые были более короткие. Some people, very few such moments. Other persons, a lot more such moments. У некоторых людей было несколько таких моментов, у некоторых гораздо больше. Sometimes some impetus will awaken that in us. Иногда бывают какие-то влияния, которые как бы пробуждают наше состояние. I know this is going to sound a little strange perhaps, but I'll say it anyway. Я знаю, что это может прозвучать немножко странно, но я скажу это громко. Sometimes I watch a movie and some image or some situation is there, and all of a sudden this enormous energy just pours like a volcano out of my heart and floods me, and I just realize something off because of what's happened. Бывает, я смотрю кино или слушаю музыку, и ко мне приходит я вижу какой-то образ, который внезапно вызывает у меня такое ощущение, вот этой энергии, которая наполняет меня, и я взрываюсь подобно вулкану. In every person, there are different kinds of impetuses, different things which make us feel all of a sudden something very powerful. Это индивидуально для каждого человека, у каждого человека есть свои такие как бы способы запуска, что ли, инициации такого эффекта. And usually it's so powerful that we just don't know how to deal with it, so we just kind of repress it as fast as we can. It's just too powerful. И обычно, когда это происходит, это бывает настолько интенсивно, что нам хочется сразу как-то успокоить это, прийти в себя, что ли, взять себя в руки. For me, it's the point in the movies where people who are separated come together, or where the long lost love is found, or something like that. I guess I'm kind of corny. Yeah, something like that. Для меня такие бывают моменты, когда я вижу кино, как два человека, которые любят друг друга, в конце концов встречаются, или человек находит свою любовь. И такие моменты, конечно, вы можете сказать, что я сентиментальный, такой слишком чувственный. Anyway, you know what I'm talking about. Так или иначе, вы понимаете, что имеет в виду. This volcanic eruption of feelings which are totally out of our control are moments of actual contact. И вот эти моменты, когда наша энергия ощущается таким интенсивным образом, взрывается подобно вулкану, это именно те моменты, когда мы приходим в соприкосновение с самим собой. The external situation is so arranged that we forget ourselves. We become absorbed in something external. Внешняя ситуация, окружение в этом мире устроено так, чтобы мы забыли о том, кто мы. And at that time, we are open, and this stimulus enters right in and agitates И в такие моменты мы открыты, и этот стимул, он входит внутрь, и он возбуждает что-то внутри, стимулирует что-то. And in this open state, when we're no longer in our usual state of cover everything up and close it up, it just pours out. И в такие моменты открытости
это просто вырывается наружу, в отличие от тех моментов остального времени, когда мы просто закрыты, сдерживаем, сдавливаем себя. And it just pours out in this incredible power. И это вырывается наружу в виде такой невероятной силы. And we just feel very, very clearly И what's внезапно actually inside of us. мы начинаем чувствовать что-то очень-очень ясно, но на самом деле мы чувствуем именно себя внутри. Now this happens sometimes only for a second, 10 seconds, but it's a short time. И это может бывать очень короткие моменты, даже какие-то секунды, 10 секунд. But I guarantee you every single person here has experienced this one or more times. Но я гарантирую вам, что каждый человек, сидящий здесь, испытывал это в своей жизни как минимум один или даже гораздо больше раз. I guarantee it. Я гарантирую это вам. Whether you remember it or not, that's another thing. Ну, помните вы это или нет, это, конечно же, другое состояние. For me, because I can basically only talk about me here in this way, I remember it because these are like the moments which really taste like life. Что касается меня, я достаточно хорошо помню все эти моменты, именно потому что я лично считаю, что это и есть то, что я бы, такие моменты именно есть то, что я бы назвал жизнью, ощущением жизни. Now, if you were to just expand that moment, Если вы представите себе образно, постарайтесь как бы расширить этот момент, it would be longer. он может быть длиннее. Some significant period longer. Он может быть гораздо длиннее. That would be a state which you would recognize as illumination. То это именно то состояние, которое можно назвать с уверенностью состоянием просветления. Because you would be in contact with yourself long enough so that you could not even deny to yourself that you were in such contact. Потому что тогда вы смогли бы быть в таком состоянии достаточно долго, чтобы у вас просто не было никаких шансов как бы не замечать такие состояния. In these momentary periods of illumination that we just discussed, one always manages to deny what actually just happened. Каким-то образом, когда происходят такие фрагментарные, одномоментные состояния просветления, человек склонен их принижать их значение, пренебрегать ими. To deny the fact that I just contacted something at the depth of my heart. Отвергать тот факт, что мне только что удалось соприкоснуться с чем-то очень глубоким и сильным внутри своего сердца. Enlightenment is where you can't do that anymore. Но состояние просветления – это такое состояние, когда вы уже просто не способны это отвергать. Denial is the number one obstacle to illumination and enlightenment. Отвержение и отрицание – это самое основное препятствие к просветлению. So, in essence, we keep ourselves in a dark, so to speak, consciousness by denying what we are. По сути, нам удается сохранять себя в таком темном состоянии с помощью именно отрицания и отвержения того, кто мы есть. And this denial is the basic darkness which keeps us in a non-illuminated, a non-lit state. И это отрицание и есть тот фактор, который удерживает, не позволяет нам быть в состоянии просветления. We basically, one of our greatest problems is to just accept ourselves as we are. Одна из наших самых великих проблем состоит в том, чтобы принять себя такими, как мы есть. We usually always want to be better, we want to be different, we want to be more of this or less of that, or not do this or do that. We have so many demands. We always want something else. Not all the time,
but that is a major factor in most people's lives. Обычно мы хотим быть лучше, чем мы есть, мы хотим быть другими, чем мы есть, мы хотим делать то вместо этого, делать что-то другое. Есть столько разных факторов, которые, с помощью которых мы отрицаем то, кто мы есть. So, this situation of denial has become our basic mode by which we go through our life experiences. И вот эта ситуация, когда мы отрицаем себя, это то, что сопровождает нас в течение Not the mode by which we go through our это life. основное как бы такое наше настроение, основной режим, в котором мы живем постоянно. It's like an underlying principle which is always there in our heart. Это такой как бы принцип, который лежит глубоко внутри и сопровождает нас во всем, что мы делаем. Sometimes more, sometimes less. Иногда в большей степени, иногда в меньшей. And in some moments of honesty and closeness, very little. В некоторые моменты честности и приближения к себе это проявляется в очень небольшой степени. And in some moments of conflict or anger or some very difficult situations, very much. А в ситуациях конфликта, гнева или в очень трудных ситуациях это проявляется в небольшой степени. Now, this clarity, if you were to expand that moment of illumination, what we really would see, or what we really would understand, is our unfiltered, undistorted energy. И в такие моменты ясности, в состоянии просветления, если вы ощущаете это достаточно длительное время, то что вы действительно чувствуете? Вы чувствуете свою чистую, неискаженную, непосредственно вы чувствуете свою энергию. Distortion of our energy is because of our presenting ourselves or being something that we are not. И искажение нашей энергии, так же как отрицание ее, это представление нас теми, кто мы не есть. The state of elimination is that state, or a state of enlightenment, let's use that word now, is that state where we don't distort our energy anymore. А состояние просветления – это такое состояние, когда мы больше не искажаем свою энергию. We don't distort our energy because we don't see the purpose. We don't see any purpose in doing it. Мы просто не искажаем свою энергию, потому что мы не видим больше никакого смысла в этом. In other words, you act as you are. Другими словами, вы начинаете действовать так, тем, кто вы есть. Now, the state of actually coming in contact with what you are is a very powerful thing. И состояние, когда вы приходите в соприкосновение с тем, кто вы есть, это очень сильное. Can you imagine that little feeling, that powerful feeling you get in a few seconds of time? Can you imagine just letting that just go instead of stopping it, just letting it go? Можете себе представить, если вот такие состояния, когда это чувство переполняет вас, и подобно взрыву вулкана, если вы не будете его подавлять, не будете его успокаивать, то во что это может превратиться? Daring to experience it? Если вы вдруг будете достаточно смелыми и позволите себе испытать его в полной мере, Not denying, и перестанете отрицать, having so much respect in yourself that you allow yourself to be what you are, если вы будете настолько ценить и уважать себя, то позволите себе отпустить его. and more importantly, most importantly, not caring what others think about it. И что самое главное, это вы перестанете заботиться о том, что же другие думают об этом. What if someone were to see me now? Что если меня кто-то увидит? What would they think? Что они подумают? To just let that all go Просто позволить этому отпустить. and just allow yourself to be that volcano. И позволить себе быть этим вулканом. Well, it is an amazing thing. Это что-то невероятное. It's powerful. Это что-то удивительное, это очень сильное. It's clear.
И это ясно, because it's no longer distorted. потому что больше нет искажений. And it's the most real thing that has ever happened to us. И это самое реальное, что когда-либо может с нами происходить. After that takes place, you no longer are satisfied with things that are not real. И когда это происходит, когда это состояние бывает достаточно длительным, вы уже перестаете довольствоваться тем, что не является реальным, не является настоящим. Things that are not real, people that are not real, situations that are not real, bore you. И люди, которые не являются собой, не являются настоящими, ситуации, которые не являются реальными, все это вам становится скучным. So you spend the rest of your time seeking out real things, И все оставшееся время вы начинаете просто искать что-то настоящее, real people, настоящих людей, real feelings, настоящие чувства, real love, настоящую любовь, real activities that are your activities. настоящую деятельность, которая именно ваша деятельность. So when you're in the enlightened state, it's not that it's all over. И когда вы находитесь в состоянии просветления, это не значит, что все закончилось. Then you seek out experiences. Вы начинаете искать новый опыт, новые переживания. You seek out experiences which are of the same quality and nature as what you are. Вы начинаете искать те переживания, тот опыт, который очень подходит тому, кто вы есть. You seek out to have your energy come in contact with an energy of the similar quality. И вам очень хочется, чтобы ваша энергия соприкоснулась с другой энергией, обладающей похожими качествами. In this process of seeking out, you also seek up. И в этом процессе, когда вы ищете как бы вокруг, наружу, вы также ищете вверх. When you're seeking that energy in other human beings or animals or plants, you're seeking around. И когда вы одновременно, как вы ищете, когда вы ищете эту энергию в окружающих людях, вы ищете также вокруг. For the enlightened person sees the plant differently. И просветленный человек, он даже растения видит совсем по-другому. Sees the animal differently. Он видит животных по-другому. Sees the human differently. Он видит людей по-другому. His vision changes. Его видение меняется. He doesn't see the same way because he's not seeing anymore with one-dimension eyes. Он все начинает видеть совсем по-другому, потому что он перестает видеть вот этими глазами, He sees with his feeling. плоским видением. Он начинает видеть своими чувствами. His feeling now expands into sensual perception. Его ощущения, его чувства распространяются в чувственное восприятие. His feeling can hear, his feeling can see, his feeling can taste, his feeling can smell and touch. Его чувства и ощущения, они становятся способны исцелять, они способны действовать, они способны прикасаться. His feeling, it has full conscious capacity to understand. Его чувства и ощущения начинают обладать реальной способностью понимать. So now, in that enlightened state, he's seeking out to understand more. Понимать и осознавать. И в таком просветленном состоянии он ищет и очень хочет осознавать все больше и больше, и понимать все больше и больше. But not trying to understand what is this, what is that, how is this, how is that. Но не просто понять, что это такое, зачем это. These questions are boring. Такие вопросы достаточно скучные. This person's trying to understand, how does that feel? How is that working? How can I contact that? Просветленный человек пытается понять, а как вот это себя чувствует, как вот это действует, как вот это работает, что если я соприкоснусь с этим. It's a question of contact. Это уже становится вопрос контакта. Because it's only in the contact that reality is there for such a person. Соприкосновение, потому что только в процессе контакта и соприкосновения вы можете действительно почувствовать, пережить ту реальность. In that enlightened state, which is simply what we are, в этом просветленном состоянии, которое по сути просто то состояние, которое мы и есть. one contacts any living entity by just
accepting them for what they are, not denying what they are. Человек способен прийти в соприкосновение, в контакт с любым живым существом, просто перестав отрицать то, кто они есть. We have a little dog, I confess. Я могу вам признаться, у меня дома есть маленькая собака. Super cute little thing. Это такая невероятно милое создание. We're totally attached to this little dog. Мы совершенно привязаны к этой маленькой собаке. Now, let's examine the difference between that little dog and other little dogs. Но давайте я хочу, чтобы обсудить с вами разницу между, допустим, этой маленькой собачкой и другими собачками. So we enrolled our little dog in dog school. Мы решили отправить нашу собачку в школу для собак. So every week he goes to school. Каждую неделю она ходит в школу. There's about 60 other dogs in the school. И в этой школе есть еще 60 других собак. I went once. I went 2 weeks ago. I went to the school. И 2 недели назад я тоже пошел в эту школу. I was watching very carefully. И я смотрел, наблюдал за этими собаками очень внимательно. I came to realize that the dog school was mainly for the owners. Но однако я обнаружил, что эта школа для собак в действительности в большей степени предназначена для хозяев собак. The owners didn't have a clue as to what they had on the end of their leash. Потому что эти хозяева собак, они не имеют ни малейшего представления о том, что находится у них на другом конце ошейника. They didn't have a clue. У них нет ни малейшего представления. I'm watching them. I'm just sitting here and watching them. Some of them are bringing their dogs and pulling. The dog wants to go away. They're pulling and saying, no, stop and do this, no. Я сидел, смотрел, видел, как некоторые, они просто идут, подталкивают собаку, давай быстрее, собака сопротивляется. Нет, стой, что ты со мной делаешь? Because they're all baby dogs. They're all puppies. Потому что это были все маленькие собаки, как бы дети. And I'm looking at these poor puppies, and they're all going like. То есть, не дети, в смысле домашние такие собаки маленькие. Я смотрел на этих собачек, они все были в таком состоянии, они все плакали. And they're just sitting there and they're looking like, what did I do? What now? And then they look at each other and sometimes they go, let's play! And then their owner goes, no! Они сидят такие невинные, такие беззащитные, смотрят вокруг, смотрят друг на дружку. Иногда у них просыпается желание, давай поиграем. И они бросаются друг другу, хозяин говорит, нет, иди сюда, иди ошейник туда, аккуратно. I'm seeing that these people don't have contact with their dogs. Я наблюдал, что у их хозяев нету никакой связи с собаками. Not everybody, but most of them simply thought this dog is an animal. Не все из них, но некоторые из них, большинство из них просто думают, что эта собака это просто животное. Doesn't know what it's doing, is out of control. Она не знает, что она делает, она совершенно не контролирует ничего и не контролирует. I'm the master, I have to make sure the dog does what I want. А я хозяин, и я должен следить за тем, чтобы собака делала то, что я хочу. Now the person who runs this dog school is a very smart man. Человек, который хозяин этой школы собак, он очень разумный. He's actually famous. It's one of the most famous dog schools in the country. На самом деле он также очень знаменит. Это одна из самых известных школ для собак в стране. So in comes our dog. И вот приходит наша собачка. He doesn't even have a leash. У него даже нет ошейника. He's just walking in with us. Она идет просто с нами. And then he sits down. И затем садится. And he's looking around. Смотрит вокруг. Checking out everything. Все просматривает, проверяет. So after a while, the dog teacher starts using him as the example. Через какое-то время хозяин этой школы собак, он как бы учитель, он начал использовать нашу собачку в качестве примера. And our dog, he's a real hand. Наша собачка это идиотка, тот тип. He loves to be in the middle of everybody. Она просто обожает быть в центре внимания. And he just does everything perfectly. Я в такие моменты она делает все невероятно совершенным образом. And he just smiles. И улыбается. And the dog teacher said to my wife, you know, you really have very deep contact with this dog. И этот учитель
собака, он сказал мне жене, я вижу, что у вас есть очень сильный как бы, контакт с вашей собакой. Because he saw that when the dog communicated something, we immediately reciprocated with it. Потому что ему нетрудно было заметить, что как только собака что-то хочет, мы сразу же реагируем на это. Because we didn't see him as a dog. Потому что мы так не относимся не просто как к собаке, We see him as a being мы относимся к ней как к живому существу, who's got desires, feelings, a mind. у которого есть свои желания, свои чувства, у него есть ум. This man is teaching that there's the physical dog and the mental dog. You have to contact both of them. И учитель в школе, он учит хотя в тем, что есть физическая собака, есть еще ментальное тело собаки, и вам надо научиться контактировать с обоими. I take it one more step further. There's the emotional dog too. Я могу еще продолжить это же, еще сделать так вперед, и сказать, что есть еще эмоциональное тело собаки. We treat this dog like a person. А мы общаемся с нашей собакой как с этим. We don't accept that he's just some stupid animal. Мы не согласны с тем, что это просто какое-то глупое животное. We accept what he says to us. И мы принимаем то, что она пытается нам сказать. We don't tell him, oh, you stupid dog. Мы не отвергаем, не говорим, это просто глупая собака. We encourage him to communicate that. Более того, мы вдохновляем ее говорить с нами. So therefore he communicates like mad. И поэтому она с огромной радостью общается с нами. And that's a two-way street. И это улица двухстороннего движения. He listens to us too. Потому что она нас тоже слушает. These other dogs, their owners never listen to them. Вот другие собаки, их хозяева никогда не слушают. So I just tried to get into the mind of one of these dogs just for fun. И просто как бы для интереса я попробовал прочитать мысли, что ли, одной собаки. And this dog was screaming, you never listen to me, why should I listen to you? А эта собака, она внутри просто возмущалась, кричала, говорила, если ты меня никогда не слушаешь, почему я вообще тебя должен слушать? Now you can conquer such a dog Такую собаку, конечно, можно как бы усмирить and make him follow you, и заставить ее подчиняться. but you won't ever have that kind of close contact. Но у вас никогда при этом не будет с ней глубокого личного контакта. You can do the same thing with your children. То же самое касается ваших детей. You can dominate them. Вы можете доминировать. You cannot hear them communicate to you. Вы можете не слушать, не слышать, как они общаются, пытаются говорить с вами. But then you can also wonder why they don't listen to you later on. А через какое-то время вы просто начнете удивляться, а почему же они не слушают? As soon as they have a chance not to. Как только у них появляется шанс не делать этого, они перестают не слушать. So, although I had never really been in such an association with many dogs like that before, I got a very vivid, very powerful picture of exactly what was the problem. И хотя, может быть, потому что раньше мне никогда не приходилось быть в таком большом как бы, собрании собак, у меня передо мной была настолько яркая, настолько очевидная картина того, что происходит и с чем проблема. Treat a living entity as stupid, it'll be stupid. Treat a living entity as nasty, it'll be nasty. Если вы общаетесь с живым существом как с глупым, оно станет глупым. Если вы общаетесь с ним как с плохим, как с непослушным, оно станет. Don't listen to what someone's saying, then no one will listen to you. Если вы не слушаете, то кто-то пытается вам сказать, через какое-то время они тоже перестанут слушать. Connection is a two-way street. Потому что вот эта связь, это улица двусторонняя. When you are in an enlightened state, you have as much feeling for another as you do for yourself. И в состоянии просветления вы настолько же способны чувствовать других, сколько практически сколько способны чувствовать себя. You don't make such distinctions. И вы перестаете даже делать такое различение. Of course you should make a distinction because you got to be practical. Ну, конечно, вам придется делать различение, потому что вы должны быть практичными. But you don't make such a distinction on the basis of selfishness. Но вы перестанете проводить такое различение на, как бы, исходя из эгоизма. And you therefore you seek out contact with living entities, living energies. И поэтому вы будете приходить в контакт, в соприкосновение с
другими живыми существами. You wish to just draw out the essence of that energy and relate with it. Вы будете искать контакта с ними, искать общение. Вам будет нравиться чувствовать их настоящую энергию и общаться с ними. You tune yourself to whatever that energy of that other entity is. It becomes the interesting aspect of life. Вы начнете как бы выискивать, просто вытаскивать из них истинное я, и тогда эти моменты такого общения, они станут для вас по-настоящему очень ценными аспектами жизни. You tune yourself. Вы будете настраиваться. You reach out to and wish to feel the energy. Вы будете просто искать, давать чувствовать эту энергию. And not to condemn, И не осуждать ее, not to judge, не судить, but accept it. просто принимать ее. And you will be amazed at the reciprocation. И вы удивитесь тому, какой будет ответная реакция. So what is the activity of an enlightened state? И чем же занимается человек в состоянии просветления? I would say it's to be an explorer. Я бы сказал, что он становится своего рода исследователем. To explore. Он начинает исследовать. To explore all of existence. Начинает исследовать все бытие, весь мир. To seek out the experiences that are there, available throughout the whole of existence. Он начинает искать, исследовать любые виды опыта, переживаний, которые доступны во всем творении. To wish to relate with it. И ему захочется каким-то образом научиться общаться со всем этим. Now, when we're here in this state, we think illusory, Maya, whatever you want to call it. Сейчас, когда мы находимся в таком состоянии, мы думаем, это все иллюзия, майя, мы хотим ничего иметь с этим общего. It bothers us so much. All we want to do is just get out of here and go to that enlightened state where everything is just wonderful. И это так достает нам, так беспокоит, что все, что мы хотим, просто уйти поскорее подальше в это состояние просветления, чтобы нас больше ничего не беспокоило. И мы думаем, мы считаем, что есть духовно. We're so fried with this platform, we just want to go to another one. Нас настолько достало, настолько мы устали от этого мира, от того уровня, на котором мы находимся, что мы хотим пойти в другой мир. So, this is really what has created that need to have that ultimate state of, or that ultimate place that we go to. Именно такое настроение, оно становится причиной того, что человеку хочется придумать себе вот это конечное такое состояние, такой уровень, куда он приходит и все. Which has made that distinction to say, this is bad, that's good. Именно из-за этого человеку нравится устраивать вот это развлечение между тем, что вот это хорошо, а это плохо. Whereas, in fact, when one is in the enlightened state, one just keeps exploring this existence, looking for that which is similar to what we are. Хотя на самом деле в состоянии просветления человек обычно просто начинает исследовать окружающий мир, и он ищет такую энергию, чувствует, кто он есть. Now follow this logic. Последуйте такой логике. You're looking for that which is kind of similar to you so that you can experience it in depth, in really powerful experiences. Вы начинаете искать энергию, которая есть где-то и которая по качеству похожа с вашей энергией. И именно потому, что она похожа, вы можете ощутить ее очень глубоко и испытать очень сильное переживание. But most persons, most things in this world are not like that. Но большинство людей, которые нас окружают, они не такие. Everybody's busy denying. Все почему-то заняты отрицанием. So, sometimes it gets a little boring. И иногда становится скучно. Sometimes people thus become like psychics or healers or mystics or
they want to do something which is more according to what they are. So they do these things to help, be of service. И иногда люди, которых мы считаем целителями, там, продвинутыми людьми, высокоразвитыми, они начинают заниматься, привлекаются тем, что соответствует больше тому, что они есть. И они начинают заниматься целительством, начинают помогать просто людям. Because the taste of these activities is more according to what they are. Потому что ощущение именно такой деятельности, оно ближе всего к тому, что они есть. Reach also to God, you reach out to the ultimate being, you reach out to those beings which are close to and related to those beings. И когда вы обращаетесь наверх, вы встречаетесь там также с Богом, вы встречаетесь там с высшими существами. And you are reaching out, and as you reach out, you are capturing the experience, and you are becoming part of that experience. И по мере того, как вы следуете вверх, ищете вверх, вы начинаете получать новый опыт, новые переживания, и вы становитесь частью тех верхних слоев, верхних уровней. And you are flowing energetically towards, being drawn like a magnet towards those experiences which are powerful in the same way as you. И вас как магнитом притягивает к другому опыту, который похож к вашему ощущению себя, к вашему новому ощущению себя. But are different. И при этом тоже другой. Because they're coming from another person. Потому что этот опыт тоже исходит от другой. In another way. Это переживание другой личности. With another set of experiences. Переживает его по-своему, у них свой опыт. Maybe in a different place. Может быть, он был в другом месте. And in this way you are expanding your experience. И таким образом вы расширяете свой опыт. This is a continuous state. И это постоянное такой постоянный режим жизни такой. You can never be in just, okay, let's say you even go to Goloka Vrindavan. Ну хорошо, давайте, допустим, скажем, даже если вы попадете на Галоку Вриндаван. I am sure all of these places that are described in all of the religious literature are real. Я лично уверен, не сомневаюсь, что все вот эти различные царства и места, описанные в разных видах религиозной литературы, они все это существуют. All the heavens, all the places, all the Vaikunthas, all these things. I'm convinced they're all real. Все вот эти планеты, Вайкунхи, все вот эти царства, я уверен, что они и есть. The heavens of Christians, the heavens of the Islamic, the heavens of the Hindus, the heavens of the Chinese, the realms, the layers, the world. Есть там рай для мусульман, есть рай для христиан, рай для индусов, рай для китайцев и все возможные другие места. They all exist. Все это существует. They're all real. Это все реально. And what is actually happening is that the people who are in these traditions tune themselves to these places because this is where they aim for. И что происходит? Происходит то, что люди в этих традициях, они настраивают себя на те уровни, потому что это именно то место, куда они нацеливают себя. And all of the others who are already there are in the same position, so they are enjoying the experience of being with others who are of a similar power, of a similar nature. И другие же существа вокруг них, они такие же, как они, в том же состоянии, и они наслаждаются общением друг с другом. But if you were to try to tell me, anyway, that's the end, that's it, I would not accept that. Но если, допустим, мне вы будете утверждать, что вот это и есть конечное совершенство, то я просто не соглашусь. Control the hand. You want it higher? Ну, I would disagree because I would say that when you are evolving, there's no time at which you stop evolving. Я бы не согласился с этим, потому что я бы сказал, что когда вы развиваетесь, эволюционируете, то
Нет такого момента, когда вы перестаете эволюционировать. Evolution is growth. Evolution is life. Потому что эволюция — это рост, это процесс роста, это свет. To stop evolving is death. А перестать эволюционировать — это смерть. Maybe you are in a heaven somewhere and you want to experience more. You've got a thirst. You want to explore. Вы можете представить, что вы уже находитесь в раю, в таком царстве, но вы все равно хотите получить больше переживаний, получить больше опыта. No one will stop you. И никто вас не собирается останавливать. There's no law that says, oh, you're here, that's it, tough, mean, or... Нет такого закона, который бы сказал, все, конец, закрывает для вас дверь опыта. It is not so. Это не так. You may explore. Вы начинаете исследовать. In your explorations, you will find things that you like to see, to do, to experience. В процессе исследования вы находите именно то, что вам нравится видеть, вам нравится общаться с этим. And it will continue. Вам нравится что-то делать. And continue. И это будет продолжаться. When? I don't know. Когда? Я не знаю. How long in any particular state? I can expect. Как долго это продолжается на каком-то конкретном уровне, я не знаю. Я не могу сказать. Just don't deny. Но просто нет смысла не отрицать это. You can't possibly go to one of these places and then deny any capacity to go beyond it. Вы просто у вас нет такой способности, просто даже попав на такой уровень, отрицать то, что вы можете понимать еще выше. Because the very nature of enlightenment is that there's no such thing as denial. Потому что сама природа просветления такова, что не существует такого явления, как отрицание. But what if? Just what if? Ну что если? Представьте, что And this is a big what if. Это, конечно, очень большое, очень сильное допущение. You felt that you weren't getting that taste, that depth of experience. Вам в какой-то момент вы покажете, что каким-то образом притупился мой вкус, глубины, вот ощущения, восприятия. Maybe you want that wild ride again. Может, вам захочется снова испытать это состояние взрывающегося вулкана. What if? What if? Что если? You needed to define yourself again by finding out what you are not. В таком случае вы можете решить, вам может понадобиться снова определить и понять, и прочувствовать, кто вы есть заново, перед этим став, приняв To rebuild yourself again. себя тем, кто вы не есть, и для того, чтобы построить себя заново. Just like this little one. Как, например, вот этот маленький ребенок. To build again. Построить себя заново, вырастить себя To заново. understand what we are not. To then redefine our self. Попробовать понять то, кто мы не есть, и затем заново определить, заново найти, понять себя. From another point of view. С другой точки зрения. Another stage of evolution. На другом уровне эволюции. You know, I'm really sorry, this is a really mind-blowing thing. But you know, like Mahavishnu, those of you who know the Hindu thing, Mahavishnu, the universe comes out, then the universe comes in again. So all that we're doing here, all these cycles, there's one big cycle where it all disappears into Mahavishnu and again it's out again. Я, конечно, извиняюсь, что продолжаю уже в такой степени, что вас может задуматься мозги, но для тех из вас, кто знает Махавишну, есть девять Махавишну, когда у него эти циклы, когда он дышит, вдыхает целая вселенная, и внутри этой вселенной еще другие циклы, где мы живем бесконечное количество раз, и все это происходит вот так постоянно, циклично. What if we also go through such a cycle when we so desire? А что если мы тоже проходим через такие циклы, когда-то хотим? We have everything, yet we wish to recreate it. У нас есть все, и в то же время нам хочется сотворить это заново. I leave you with that thought. И я бы хотел оставить с этой мыслью.
It's a wonderful explanation as to why we're here. И это вполне чудесное объяснение того, почему мы здесь, How we got here. как мы сюда попали. Anyway, the whole point of this lecture, although I'm not sure if I made the point properly, is that this stage, this enlightenment, is just the beginning. It's not the end. Но так или иначе, смысл, суть того, что я хотел сказать, если мне удалось сказать, что я хотел, в том, что вот это просветление, это состояние просветления, это только начало. Many, many beginnings in our life. И таким образом у нас есть много-много начал в жизни, повторяющихся начал. And that enlightened state is a new beginning. И состояние просветления это еще одно новое начало. With clearer vision. Это более ясное видение. Clearer experience. There's clearer capacity to experience. Более ясной способностью ощущать и выживать это. Did that help? Это вам помогает? Or did I make a mess? Или я все было так в вкусе непонятно? Okay, Yamaraj, what was your point? No, only about asking questions and answers. Like we had experience previously. Somebody can write, somebody can check, because if it is not about idea which you giving, if everybody has different ideas, and we came here for hearing you from you some your ideas. I think if somebody want to give lecture, they can arrange. Give Is lecture. that what that's for? Yeah. I was wondering, I was looking at it. What is this? And maybe Shusa he can check if Well, something is proper. I got the point. Yeah. Yeah. То есть поступило такое предложение, чтобы задавать вопросы письменно, и тогда у Шрипада будет возможность выбирать те вопросы, которые ему нравятся, и которые более подходят и соответствуют ситуации. You know, I used to think that, you know, what am I doing here? I came here to talk, and now somebody else is blah-blahing out there. What a waste of my time. I used to think like that. Я на самом деле иногда задумался, зачем я вообще сюда приезжаю, зачем я провожу все эти лекции, зачем все это. I don't think like that anymore. Эти разговоры, сейчас я уже больше так не думаю. And I'm not even sure why. What? He didn't translate. He didn't? Он говорил, что я приезжаю, хочу давать лекции, кто-то другой начинает говорить, там, зачем такое слова. Раньше так думали, да? Yeah. Or somebody's blah-blahing, talking, saying or whatever, annoying. Я часто задумался, почему так случается, что когда в процессе моих лекций бывают люди начинают что-то говорить свое, такое совершенно отличное и как бы не в тему, и это все выглядит так, как... Он говорит, почему случается? А раньше думал, что раньше так думал, а сейчас так не думаю. Хорошо? Не хорошо. Раньше не хорошо. Раньше так думал. Yeah, it's a waste of my time. It's not good. Раньше мне это не нравилось, и я не понимал акцента, и думал, что это нехорошо. But now I don't think like that anymore. Но сейчас я так не думаю. And I'm not exactly sure why. Я даже не уверен, почему я так не думаю. Now I don't really think that I'm here to teach you something. Я не думаю, что я здесь, чтобы научить вас чему-то. I don't really feel like that. Я себя не чувствую в такой роли. I don't in fact even think that I think you're giving me an opportunity to do something. Я чувствую это так, что вы даете мне возможность сделать что-то. So it's with your permission that I can speak anything. И именно с вашего разрешения я могу что-то говорить. I know that sounds a little strange, but that's just how I feel. Я знаю, это звучит немного странно, но я так именно это чувствую. You give me the permission. Вы даете мне разрешение говорить. You can also take away that permission. Вы, конечно, в любой момент можете забрать обратно это разрешение. And it's something I have said agitates you so much. Если что-то, что я сказал, возбуждает вас сильно, And начинает вас беспокоить,
you don't express it, и вы не высказываете это, then here I am in the illusion that, well, everything I said was just great, wasn't it? тогда я буду пребывать в иллюзии и думать, ну, все получилось замечательно, все, что я сказал, было здорово. And if somebody else becomes disturbed by your agitation, well, I wouldn't share that disturbance. А если какой-то другой человек придет беспокоиться из-за... If somebody else is disturbed by the fact that somebody's agitated, I don't share the fact that I don't share their disturbance. I'm not disturbed in the same way they are. Если кто-то будет обеспокоен тем, что вы обеспокоены, то я не смогу быть обеспокоенным так же, как они. The person who's disturbed is agitated in his way. The person who's disturbed by the agitation is disturbed in their way. Потому что когда вы начнете возмущаться, и другие люди тоже начнут беспокоиться именно из того, что возмущаетесь, то я уже не смогу с этим реагировать, потому что уже каждый тогда начинает возмущаться по-своему. I'm neither sharing the agitation or the disturbance. Я не разделяю ни возмущение, ни беспокойство. But when everybody gets into being disturbed, then I get disturbed. Но суть в том, что когда все таким образом приходят в беспокойство, то я тоже, это беспокоит меня. So, all you being disturbs me. И все, таким образом получается, что все, что беспокоит вас, беспокоит также меня. So that's why in the beginning I said, let me just continue, you sit down. Поэтому я вначале попросил просто позвольте, я буду продолжать. Because by trying to protect me from being disturbed, you were disturbing me. Потому что пытаясь защитить себя от беспокойства, избавить себя от беспокойства, вы беспокоили меня. Because you were preventing me from doing потому что вы, на самом деле, я понимаю, что вы хотели защитить меня от беспокойства, но при этом вы именно меня беспокоили. Because you were preventing me from saying what I wanted to say. Потому что вы не позволяли мне сказать то, что я хочу сказать. But I was not disturbed with you. Но я в тот момент я не испытывал того беспокойства, которое вы испытывали. Because I thought. От вас. Because you're doing it out of love. Я не испытал беспокойства от вас, потому что я понимал и чувствовал, что вы делаете это из любви. With a very good motive. С очень хорошей мотивацией. It was just at the wrong time. С очень хорошим побуждением. Просто время было неподходящее. So therefore I said, just sit down. И поэтому я просто попросил вас, пожалуйста. So I hope you weren't disturbed with me, I'm sorry. Поэтому я надеюсь, что я тем самым не беспокоил. It's like the other day. Как еще однажды, I brought sandwiches with me from Sweden. я привез с собой сэндвичи из Швеции. Now these are really good sandwiches. Это были очень хорошие сэндвичи. So Kamala Mala said to me, did you get to eat? И Камала Мала спросил меня, вы что-то поели? I said, sure. Я сказал, конечно. I had sandwiches. Я поел сэндвичи. He said, sandwiches? This is not proper food for you. Сказал, сэндвичи, но это не подходит вам такая пища. I said, what do you mean? Я сказал, что имеете в виду? He said, you should have real food. Rocky should go in and cook for you. Он говорит, вам нужно как следует по-хорошему поесть, а ради прийти должна приготовить вам. But I said, but I like the sandwich. А я сказал, мне нравятся сэндвичи. They're good sandwiches. Это очень хороший сэндвич. I have no problem eating the sandwich. У меня не было проблем с этим сэндвичем. And he said, no. Нет. I said, wait a minute. You've got a problem with the sandwiches. I don't have a problem with the sandwiches. Получается, что проблемы с сэндвичами у тебя, а не у меня. I know. It's my tongue, not yours. Это же мой язык, не ваш. I gotta eat, not you. Я же должен был поесть, не вы. But I appreciated the love. It was wonderful. Но я оценил, что он делает из любви, это было очень... It was very humorous. И это просто была очень смешная ситуация. But one has to consider sometimes the appropriateness of the compliment. И иногда человеку следует учитывать, насколько подходит его проявление ситуации. So I don't really know how to solve this situation. Я сам не знаю, как
разрешить ситуацию. And I don't think that's the solution. Я не уверен, что это решение. I like to see people stand up or sit down and speak. I like to hear what they're saying, even though I don't understand it. Мне лично нравится сам факт, что люди встают и что-то говорят. Мне нравится даже просто наблюдать это, даже я не I don't think понимаю there's a better question or a worse question. русского языка. Я не думаю, что вопрос можно различать, как плохие и хорошие. I have no problem even taking the worst question and making something good out of it. I really don't have a problem with that. Лично нет проблемы, даже если, так сказать, плохой вопрос приходит, я могу ответить как следует и превратить это в хорошее. Для меня нет этим проблем. I don't consider them the worst questions. Я их не считаю плохими вопросами. I know he agitates everybody. Я знаю, что вот он такой человек, что все каким-то образом испытывают беспокойство. I know he doesn't agitate me. Но верите или нет, он меня не беспокоит. I like this guy. И он мне нравится. I'm sorry. It doesn't bother me when he stands up and Простите, goes like this. каким-то образом, даже когда он встает и там тягивается ко мне руки, I'm sorry. I kind of feel like this guy's alive, you know? я думаю, этот человек, он на самом такой живой. Consider me. You know, I'm sitting here and I'm just talking all this logic and all these reasonable things one after another. Представьте, я сижу здесь и рассуждаю с точки зрения логики. And it's kind of like, you know, hey! И вдруг происходит нечто такое. And something inside me says, ooh. И что-то из меня говорит, о, как здорово. And then yesterday she stood up and was like, point to, this is the way she was asking questions, she was pointing at me, она встала и then she так pointed at him, задавала вопросы. stand like this. Тыкала на меня, потом на него и стояла что такое. And she was protecting me from him. И она защищала меня от него. And which is really funny, because when he points, he goes like this. И что очень смешно, потому что когда он выступает, он вот так. And she was pointing at me, and she was pointing at him. How do you translate? Она выступала вот так, пальцем на меня, на него и говорила, давай, переводи. And I was like, wow. И я подумал, о, This is fantastic. Live show. как здорово. And then everyone was saying, get this lady down, she's talking А потом все начали кричать, а что за женщина тут выступает? Она же слишком выступает. And everyone was looking at me like, you know, why don't you do something? И все смотрели на меня, почему вы ничего не делаете по этому поводу? Why don't you call on someone else? Doesn't anyone else have a question? Почему вам не взять выбрать другого человека, раз у никого больше нет вопросов? But no one else had their hand up. Но никто руки не поднимал. Okay, so today, she's sitting there, she's happy. Хорошо, но сегодня она сидит счастлива. He's sitting here, he's happy. Он сидит счастлив. I don't mind it. И я вообще-то как бы не возражаю. But I do mind it when you mind it. Но я начинаю как бы возражать, и мне нравится, когда вам не нравится. Because instead of the discussion, it becomes a conflict. Потому что вместо обсуждения это превращается в какую-то конфликтную ситуацию. I'd rather have a strange discussion than a very wonderful conflict. Я бы лучше предпочел иметь как бы обсуждение, которое оборачивается с возможными странными, так сказать, путями, чем обсуждение в атмосфере конфликта. Because it's in Russian and I don't understand what you're saying. Потому что все равно это по-русски, я не понимаю, что вы говорите. So you're all, you know, like us, you mean, and I'm just sitting here like, Для меня это выглядит очень смешно. you know, I'm not tasting it the way you're tasting. Я не испытываю такое наслаждение, как бы не ощущаю это именно так, как вы это ощущаете. All you people just love to get involved in these things. Похоже, что все вы просто чувствуете такое наслаждение. It's your dinner to get like В таких ситуациях для вас это пища. I've known this since the day I came to this country. I've known this for the last 24 years now. 25, maybe, 24 years. 25 years. Уже прошло где-то 24-25 лет с того момента, как я первый раз приехал в эту страну. И понял. И понял это. I don't try to interfere in it.
Я не хочу вмешиваться в это. I used to try to interfere. Раньше я вмешивался в это. And I always used to get burned up in the process. И в процессе меня само, так сказать, переговаривает. So I don't want interfering. Я не хочу в это вмешиваться. So if you guys got a problem out there in the audience, maybe you guys can work out your problem. Поэтому, пожалуйста, вы, ребята, если у вас есть какие-то проблемы между собой, пожалуйста, решите их между собой. I can go back to my room, and you guys can have a little discussion. Я в конце концов, после лекции могу вернуться в свою комнату, вы можете предложить какое-то обсуждение. Then somebody will say, nah, I'm not having a discussion with them. Кто-то может сказать, нет, с этим я вообще никогда не буду ничего обсуждать. We came to hear you. Вы же пришли сюда послушать вас. But actually, you might be amazed at how much fun you could have by really getting into it here amongst yourselves in your native language without this everything stuck in a translator. Но вы можете удивиться, как вам весело будет, интересно устроить это чисто между собой, без всего этого, так сказать, всех этих сложностей, без этого переводчика, без которого все застревает. To just let things flow and see where they go. Просто позволить отпустить все и позволить энергии свободно двигаться. To get on the raft in the rapids in the river, and just go down and see where it heads. Позволить этому течь, как в горной реке, через все камни, через все водовороты. Как она, есть даже специальный спорт такой, на каноэ. To explore. И исследовать этим образом. Anyway, это просто моя идея. Yeah. No. Now we're getting a question. Yamaraj wants us to do it on tape. Сейчас вопрос такой. I understand why. Есть предложение от Ямараджа, чтобы мы вопросы задавали на бумаге. Я понимаю, почему. But is it okay if we don't do that? No. I can only one proposal. If somebody has questions, really, then they can ask. If somebody has lecture, then they can arrange this hall and give lecture. Yeah. Only this. Okay. So you say it in Russian. Значит, такое предложение поступило. Значит, если кто-то хочет вопрос задавать, пускай задает вопрос, можно устно задавать. Если кто хочет давать лекцию, можно арендовать зал и давать лекцию, пожалуйста. Вот. I would say like this, that if the format is questions and answers, then you should basically ask a question. And the question, you can ask a question in just 2 or 3 sentences. I'll understand it. Я бы предложил вам следующее. Если мы говорим о формате вопросов-ответов, то вы можете просто сформулировать вопрос, и пусть это будет несколько предложений. If he translates it properly, I'll understand it very quickly. И если он достаточно хорошо это переведет, я очень быстро пойму, в чем же ваш вопрос. Now, if you really feel like a burning desire to say something, но если вы вдруг чувствуете какое-то сильное, жгучее желание высказаться, сказать что-то, well, then you can declare that. I want to say something. То вы можете просто заявить об этом тем, что поднять руку. Я вот хочу что-то и сказать, я хочу высказаться. No, nobody's going to write questions. Now, I will always agree to you. Вопросы писать мы не будем делать. But actually, I won't really want you to do it. И я даже, может быть, соглашусь с вами, не соглашусь, но я не хотел бы, чтобы это происходило. But I will agree. Я соглашусь. But I really won't want you to do it. Но я бы не хотел, чтобы вы Because the format делали, потому is что question and answer. наш формат – это вопрос и ответы. Discussion is another format. Обсуждение – это как бы другой формат. But it's impossible for me to be involved in a discussion because everything has to go through a translator, and that's impossible in a Но что касается формата обсуждения, то для меня это совершенно не работает, потому что я вынужден все делать без переводчика. So if you want to have a discussion, all of you who speak English can gather together with me and we'll discuss. И поэтому, если кто-то из вас очень хочет
именно формат обсуждения, то вы все, кто знает английский, пожалуйста, вы можете собраться вместе со мной, мы будем что-то обсуждать. And that'll be fine. И это будет прекрасно. You see, it's just a question of like an etiquette or something. Это просто, это вся проблема, что-то вроде этикета. What you can do when you have a translator is very limited. По сути, то, что мои способности с помощью переводчика, они очень ограничены. It has to be, say something, stop. Это просто вынуждено быть таким, что ты что-то говоришь и останавливаешься. Wait till he finishes. И подождешь, пока он закончит. Say something, stop. Говоришь что-то, останавливаешься. It's very difficult. И это очень трудно. It's very exhausting. Это очень, на самом деле, я устаю. Conversation or discussion means you talk, you talk, you talk, you laugh, you make a joke, you make things happen, you get serious. Sometimes people conflict, sometimes it's a very dynamic thing. А обсуждение – это нечто очень динамическое. Вы высказываетесь, вы вдруг становитесь очень серьезным, напряженным, аргументы, контраргументы. Все очень быстро. So therefore, in these, whatever we do here, it has to be structured in this way. И поэтому тем, что мы делаем здесь, вот таким образом, это просто вынуждено быть таким. But I don't want to have this piece. I hated this piece of paper thing even before. Что касается этого вопроса на бумажках, то мне просто не нравится вообще как это. I want to see you. I want to hear you. Бумажки. Я предпочитаю видеть вас. I want to watch you as I answer. Я хочу наблюдать за вами, что происходит с вами, когда я отвечаю на ваши That's just the way I am. Я просто такой человек. And it's 3:10. Сейчас уже 3:10. It's too late. И слишком поздно. For me, not for you. You can walk out of here. I have to see 2 more sets of people, and I want to play more music with our group here tonight. You get drummer? No, not now, but maybe she can help us. This lady who spoke yesterday. She plays drums? No, she can find this drummer. Why only him? There's no other drummer in the I don't know, but I know one. Maybe also there one. Anybody in this room is very good at percussion? Если есть кто-то, кто... На барабане. Percussion. На барабане. На барабане кто играет? Кто играет на барабане? No, percussion. It's a percussion instrument. Ну, барабан. Like either a conga or a madonna or a Какой-то drum or... ударный инструмент. It's a percussion. Играет ударный инструмент. What's percussion in Russian? Вот. Анатолий, ты нашел кого-то или ты сам умеешь? Anyone in here? I asked also one. Yeah? He, ну, быстро, а потом поздно. Я это вам говорил, не помню. Нашли бы, я его не нашел. Кого, честно? Да нет, вот, Володя. Yeah. Не можете его найти, да? Well, I discovered that my computer doesn't figure out how to do it. Okay, anyway, it's been a pleasure being with you. What? But I'm really got to go. You can play some, yes. Maybe you can try. Play a little what? Yes. What? Yes, Майданка maybe. You can try. You can. You good at percussion? Вы умеете на ударных инструментах? Хорошо говорить умеете? You got perfect rhythm? Хорошо играть, вы можете ритм говорить. Они ритм. You got perfect rhythm? Вы хорошо знаете ритм? Perfect. Spot on. No deviation. Можете играть такой совершенный ритм, точно, без всяких отклонений, задержек. Yes? Good. Come. Would you like to? Вы хотите? Okay. Do you have a percussion instrument? Есть ударный инструмент? None. You can get something maybe?
Может, вы можете найти... All right. Maybe I can But Mridanga, you have to know how to play it. It's not so simple. Мриданга это очень такой особый инструмент, его надо все знать, как играть. maybe I can call Володя занят Chester. сегодня в Репино по субботам. А так можно найти его. Anyway, you're invited. В любом случае, я вас приглашаю. Not so simple. You gotta have spot on rhythm. Играть надо You can't wander. просто. Это нужно уметь держать этот ритм. It's gotta be spot on all Только time. не ритм. Even when everybody else is going to ba. Даже если все начинают играть по-своему, в своем ритме, вы все равно... Back. Stuff like that. Okay, thank you very much. Спасибо вам большое. Ну что? А когда играть?